Это самая магическая вообще история в жизни, которая происходила со мной как с личностью. Я просто увидел, кто я такой, там слегка прифигел. Раскроем этот секрет впервые сегодня. Там есть определенный этап, когда ты можешь воплощаться и в растениях, и в камнях. И я помню себя растением на самом-то деле. Возраст духа, посмотреть ваши какие-то пересечения по прошлым жизням, по этой жизни, по следующим жизням. Мы просмотрели на самом деле кучу президентов, они тоже, мягко говоря, не взрослые. Перерожусь я в следующей жизни снова на Земле или нет, оно уже предопределено. Да. Какой ужас! Я могу выходить за границы этого астрала, за границы астральных планов Земли, на другие планеты. Это ощущение возвращения домой, вот туда, к себе. У меня вся жизнь поменялась после этого потом. Друзья, привет! Сегодня у нас очень интересные темы с Данилой. Мы поговорим сегодня про наших родственных душ, про наш близкий круг и вообще какие есть круги, как мы можем определять, кто из наших знакомых людей, насколько близкая для нас душа, как определять возраст духа, возраст души, про то, что происходит после смерти, как вообще происходит процесс перехода, про то, как узнавать, кто ты как дух в посмертных мирах, чем ты там занимаешься, и очень-очень много еще интересного. Данила, давай начнем с того, что вообще я хочу понять. Я знаю, что ты писал много текстов на эту тему, ты вдоль и поперек вообще исследовал все посмертные пространства. И давай дадим прям пошагово, что происходит с человеком, когда он умирает. Вот умер, все, что дальше? Вставлю здесь несколько слов со своей стороны. Абсолютно верно, я написал кучу текстов, и вообще вот тот блог, в котором я пишу, это самый после Майкла Ньютона, после Долорес Кэннон и после вот всех вот этих известных ребят, наверное, на сегодняшний день самый крупный вообще исследовательский портал жизни после смерти. Я стал писать не так давно на эту тему, но написал кучу просто текстов самых разных, там и о себе, и каких-то там, и о своих прошлых жизнях, и о следующих жизнях. Сейчас там отдельные будут тексты, то есть там прям масса всего. Когда человек умирает, все зависит от человека. Ну, то есть, когда, например, если умирает дух не очень опытный, ну, у него там свой путь, да, если умирает дух, который, опять же таки, более опытный, так называемый вот у него возраст духа, мы сегодня еще это обсудим, потому что это вот такая немножко такая еретическая тема, да, что как у духа может быть возраст? Ну как это? Душа же рождается когда-то, частичка сознания. Да. Живет в любом случае, рано или поздно она либо сливается с Творцом, либо что-то еще с ней происходит. Да, ну в вот любом тебе случае. это понятно, а многим людям нет, но мы это сегодня обсудим. Вот все зависит от опыта духа, от того, для чего он пришел сюда. Но вот если совсем, как говорится, среднюю такую температуру по больнице, как я это вижу, как я это много раз видел, все мои ученики видели, и вообще все, кто только можно, да, все, кто участвовал в этих огромных экспериментах, это видели. Когда человек умирает, то есть у него происходит отделение его вот этих высших бессмертных тел, то есть, да, есть тело физическое, эфирное, астральное, ментальное и высшие тела. Очень грубая схема, она, конечно, намного более многомерная. Смертные тела остаются здесь, бессмертные отправляются вот туда, вот как бы в тот самый, да, в посмертный мир. Вот давай сразу здесь. Что Давай. значит посмертный мир? Потому что ты как-то говорил, что у тебя, например, как у довольно опытного духа, ты не задерживался на среднем астрале долго. Вот давай сразу поясним, то есть, Давай что значит мы- посмертный мир, Да. астрал, Да. это разное или это одно и то же Давай и так мы далее. нарисуем тогда некую карту посмертных миров. Да, давай. У любой планеты, у любой. На самом деле для меня в свое время это очень простая мысль, но она для меня была прямо откровение. У любой планеты есть слой эфирный, есть слой астральный, есть слой ментальный и как бы, ну, более высокие проявления этой самой планеты в том числе, но они уже там так размываются с энергией так называемого вот этих высших слоев высшего я. О них мы, в принципе, сейчас, я думаю, говорить, ну, и там отдельно, возможно, будем. Соответственно, посмертные миры это эфирный пласт Земли, но он очень быстро пролетается тем, кто умер. И астральный план. Астральный план Земли — это, по сути, и есть, если очень грубо, посмертный мир нашей планеты. То есть его можно назвать астральным планом Земли. Более того, например, астральный план Марса — это совершенно другой астральный план. Астральный план Венеры — это тоже совершенно иной астральный план. Это тоже для меня было немножко таким откровением, потому Ну, что... ты имеешь в виду, что принцип тот же, Да, но просто принцип это тот же, отдельные. это отдельная история. Каждая планета — это как, ну, грубо говоря, свой собственный мир, в котором вот есть эфирный план, есть астральный план, есть ментальный план планеты.
и так Так вот, и далее. посмертные миры, о которых мы сегодня говорим, Это это... совокупность эфирного, астрального и ментального плана, ну, и Земли в данном случае. Мгм. Либо если это Марс, то это совокупность эфирного, астрального, ментального плана Марса. И вот тогда давай, Мгм. вот умирает Да, человек, то есть отделяется от тела, его дух, правильно? да, дух. Дух Ну, отделяется, частичка вот эта, да, его бессмертная частичка. частица Да, сознания, ну, да-да-да. назовем это так, да. И как она идет вот дальше? Вот ты говоришь эфирный, астральный, вот прям как-то давай это опишем. Смотри, я могу описать на основе своего собственного опыта все вот последние мои умирания, которые я вспоминал в рамках вот своих циклов, да, у меня прям отдельный цикл, он называется «Как я жил после смерти». Когда я вспоминаю процесс умирания, он проходит очень быстро. Очень. Ну, то есть я знаю, что у некоторых людей, то есть там, вот там, если взять, к примеру, те же самые книжки Майкла Ньютона, он прям описывает, что там вот ты проходишь там через вот эти вот этапы, все поднимаешься выше, выше, выше через вот эту вот плотность определенную. Кто-то видит ее как некий туннель, он летит по этому туннелю, и там уже наверху его встречают гиды, так называемые гиды, там Вот либо наверху какие-то где? Ну давай, хранители. во-первых, из твоего опыта, Вот да, из моего все-таки. опыта все происходит намного быстрее, потому что я, так как я достаточно опытный дух, я рождался и умирал огромное количество раз, у меня это происходит крайне просто. Я умер, меня сразу начинает затягивать вверх, 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 вверх. Я очень быстро прохожу через эфирный пласт, я его практически не ощущаю, и очень быстро оказываюсь в так называемом среднем астрале. Я даже не задерживаюсь в нижнем астрале. Очень-очень на небольшое время. А что происходит? Вот Мгм. когда ты летишь, ты, ну, условно, да, опять же Условно, таки, да. сейчас пытаемся просто как-то обозначить то, что происходит, чтобы было понятно уму. Ты летишь, Мгм. и что вот ты прошел эфирку, там что происходит на эфирном плане? И на нижнем астрале что происходит? Опять же, если на моем опыте, эфирку я практически никогда не захватываю, поэтому мне сложно сказать, что там Даже происходит. непонятно, да? Мгм. Быстро, я просто мгновенно ее пролетаю. Нижний астрал — это так называемый вот именно слой, в котором происходит очистка. Мгм. Очистка от, как бы наслоений, личности. Например? Ну, к примеру, вот ты оказался в нижнем этом самом астрале. Это, я должен подчеркнуть, это не пекельные миры. То есть там есть еще и пекельные миры. Это нижний, ну, условно, рабочий пласт астрала, да, ты вот оказываешься в этом нижнем рабочем пласте астрала, там проходит очистка, то есть, да, как бы чем ты поднимаешься выше, тем как бы с тебя скидываются слои А вот что скидывается? личности твоей земной, которая была до этого, А то есть именно? накопленные. Ну, например, то есть вот я прям хочу разжевать, Ты чтобы хочешь прям действительно... Я разжевать, хочу окей. прям разжевать, конечно, но не все же... Не все знают вообще-то, Данила. Хорошо, давай, давай, То давай, есть давай. эгрегоры, да, во-первых, там все отваливаются под ключики, да? Эгрегориальные подключки, какие-то образы себя, какие-то, да, какие-то ощущения себя там Васи. Ну, то есть, грубо говоря, вот жил-был Вася, да, он умер, как я люблю в своем курсе Мой любимый постоянно Вася, говорить, да, любимый тоже Вася. без него Жил-был никуда. Вася, умер в очередной уже миллионный раз. Соответственно, он поднимается выше, и потихонечку вот эти кусочки Васи от него отваливаются, если так образно говорить. Эти кусочки Васи — это и астральные, если сам, Господи, и эгрегориальные подключки, и какие-то там еще отождествления и прочее, прочее. Чем он выше поднимается, тем он меньше начинает осознавать себя Васей. Травмы, например, да, тоже в том числе. В какой-то степени да. Мгм. Но они, видишь как, они все равно, эти травмы, они же остаются на определенном как бы пласте грубо говоря, в твоей собственной энергоинформационной ячейке Ну, то есть на записаны, планете грубо говоря. записаны, да. И Мгм. потом, это знаешь, на что похоже? Вот ты, грубо говоря, ты космонавт, прилетел на эту самую свою космическую орбитальную, не знаю, на корабль, да? Снял скафандр, положил в ячеечку, потом Мгм. там снял еще что-то, положил в ячеечку. Но когда ты обратно пойдешь, ты эти из ячеечек, ну, частично что-то заберешь с собой в новую жизнь. Вот это вот крайне схоже. Ну, то есть ты, по сути, да, находясь в высоких астральных мирах, там нету травм, там нету личности, это абсолютно у всех тогда, но потом, возвращаясь назад, вот эти вот так называемый кармический багаж из прошлой жизни, ты его снова возьмешь из этих ячеечек при следующем воплощении. Вот так, да. Хорошо. И вот возвращаемся к тому, что ты летишь, да, Да. быстро пролетаешь эфирный слой. Ну да. На У меня нижнем... так. Мгм. У тебя так. Ну, давай хотя бы, да, на твоем Давай на примере примере, да. опишем. На нижнем астрале происходит очистка вот как раз от всего, что ты говоришь, Да. и у тебя в силу опытности духа она проходит довольно Быстро, быстро. очень быстро. То есть я знаю, есть ребята, которые прям там задерживаются. Их Задерживаются это даже на сколько, пример?
Слушай, по-разному. Ну, в днях Очень или в по-разному. годах измеряется Там же вообще? время по-другому идет. По ощущению в днях, наверное, все-таки. Нет, Мгм. не в годах. У меня это прям очень быстро. Ну, то Ну вот, есть я условно не... говорят, 40 дней, знаешь, вот. Ну, вот что-то в этом духе, Мгм. да. Понимаешь, когда ты заходишь на самом деле, вот не на уровне эгрегоров, не на уровне там чего-то, а на самом деле в чистую вот туда, вот именно в эти самые посмертные миры, ты не понимаешь, как это измерить в земных Да, годах. да, я Ну, то есть понимаю, о там оно чём. искажается, оно как-то преломляется по ощущению, это скорее в днях, чем в годах, не в годах. В месяцах я бы тоже бы не сказал, в днях скорее. Но у меня это прям вот, если у большинства там условно это в днях, у меня это в часах. Мгм. Вот в часах. Ну, то есть как бы пришел, быстренько очистился и убежал дальше. Без остановок. Если же у человека прям сильные наслоения, ну, то есть очень сильные, ведь многие люди, они на Земле, они совсем забывают о том, кто они. Они забывают о том, что они являются вот этим высшим я, там, истинным я. Они забывают про свой свет, вот этот изначальный. Они являются личностью. Ну, то есть Вася, он реально ощущает, что он Вася, менеджер, работник видео. Не имею ничего против работников видео, отличная работа. Много раз, как говорится, пользовался, да, но тем не менее, многие ребята, да, они прямо живут в этих ролях. Они прямо, то есть если их спросить, кто ты, они скажут там, я Вася, мне там 28 лет или там 42 года, не знаю. Там я там менеджер в такой-то компании. Ну, то есть у них полное отождествление с этим. И чем он сильнее отождествляет себя вот именно с земными конструктами, тем после смерти ему будет дольше нужно очищаться от них. И даже с помощью определенных работников, этих самых астралов, то есть вот этих определенных астральных планов, астралов этих всех Мгм. ваших. Вот. Мгм. Хорошо, значит, еще раз, да? Эфирка, астральный пласт и астральный пласт. Многослойный. Астральный он очень многослойный. То есть Мгм. астральный на самом деле астральные миры Земли, их можно исследовать просто там сотнями Но часов. на Они... всех на них происходит очистка или как? Нет, нет, нет. Очистка Что тогда? обычно происходит на вот, ну, на определенных служебных, достаточно невысокого уровня астральных пластах. Ну, то есть невысокого — это достаточно приближенного к Земле, достаточно приближенных уровней к земному плану. Там проходит очистка. После этого ты выходишь дальше. Вот, Куда? а дальше все зависит от того, опять же таки, что ты за дух, куда тебя, как бы вообще, как ты умер, для чего ты вообще воплотился вот на этой земле и прочее, прочее. Ну, то есть чаще всего дальше ты после очистки уходишь в так называемую зону отдыха. Зона отдыха, она воспринимается многими очень по-разному. Обычно, вот, знаешь, когда описывают вот эти посмертные миры в таких немножко пасторальных картинках, то есть вот эти вот всякие там лужки красивые, зелененькие, там Не знаю. пальмочки, ты не знаешь? Нет. Ну, то есть как обычно описывают, да, вот посмертная жизнь, Ну что-то. типа рай ты Ну, типа условно? рай, да, условный. То есть это так называемые миры отдыха. Мир отдыха, то есть Но определенные это все пласты. еще астрал Конечно. Земли. Я скажу так, как бы 99,9% душ после смерти не уходит никуда из астрального плана Земли, они так и остаются в нем, Мгм. но просто на разных уровнях, да. После условной очистки, мы сейчас очень грубо идем по этому пути, ты переходишь вот в этот вот мир отдыха, да, где ты воссоединяешься со своей духовной семьей, где там все прекрасно, там, не знаю, там красивые там овечки ходят, там, Вот, мы про духовную да, семью отдельно сейчас поговорим. да. Сейчас вот как раз хочу спросить про то, как выстроен быт в этом так называемом месте отдыха. То есть Ой, это по-разному, вообще как по-разному. это выглядит? Это такая же жизнь, как и на Земле? Там дома, машины Все же или там какой-то остров условно с белым условно, с белым песком, песком. да? Все зависит от твоей фантазии, потому что там фантазия реализуется мгновенно. То есть это прям вот кто смотрит нас и хоть чуть-чуть читал что-то по этой теме, как говорится, поставьте лайк, вы прекрасно осознаете, о чем я сейчас говорю. Когда, то есть, ты можешь своей фантазией, в принципе, запустить все, что хочешь. Ты можешь там, не знаю, бабочку, чтобы у тебя она летала, ты там То есть весь в ты ней имеешь в был. виду, что в этих пространствах, в этой Да, зоне отдыха нет какого-то, оно не сформировано базово, да, а каждый дух а, формирует себе свое пространство. опять же, зависит от ситуации. Бывают, что и определенные, грубо говоря, прям вот селения, сформированные базово, то есть там прям души, они там живут. Как они выглядят? Души Да. как захотят.
Хорошо, окей, давай. Вот мы с тобой в посмертном мире. Да, Я хочу выглядеть как синенькое облачко супер. водное, Будешь синеньким а облачком. ты как, не знаю, собачка. Гав-гав. И то есть это так и будет выглядеть? Да, Серьезно, да, я буду... да, И мы с да. тобой будем общаться Да, вот мы будем с так. тобой общаться, но это не очень удобно. Вот Потому я про что, это и как говорю. бы обычно, то есть, понимаешь как? В астральном плане, твоя фантазия, она, то есть твоя сила мысли, ну, это даже не сила мысли, это скорее сила некого твоего воображения, некого твоего творчества. Ты же там уже часть все-таки не смертной конструкции, а духовной. Да, и ты можешь там фантазировать себе все, что хочешь. Но Ты можешь базовых настроек каких-то нету, что в ли? зависимости, опять же, от того, что ты за дух. Ну, то есть, смотри, Давай какие-то перечислим давай какие-то категории. какие-то к категории, да. Есть души, у них стиль на воплощение жить анклавами. То есть жить, грубо говоря, вот семьями, огромными духовными семьями. Да, и многие из духовных семей, то есть вот кто-то из них уходит на воплощение на землю, а кто-то остается там. Соответственно, души, вот эти вот анклавы, их там много, может быть, там до сотни. До сотни. То есть это прям целые чуть ли не города могут быть. Ну, не города, скорее села. Вот такие, да, небольшие села. Они формируют те условия, которые им гармоничны. То есть это какие-то там или там речки, озера, горы, острова, кто-то там остров себе сделал. А потом, например, на каком-то этапе они решили, к примеру, переехать с острова, там, не знаю, в лес. То есть, да, ты можешь менять эту самую обстановку, но там, если все равно мы говорим вот именно об анклавах, то есть там и совет старейшин может быть. Опять же, Но как кто выглядят они устроит, все одинаково как-то. как захотят. Как захотят они выглядят, но чаще всего, да, они выбирают какой-то схожий внешний вид, который хоть чуть-чуть, чтобы он идентифицировался. Хорошо, давай так. Все-таки, если мы на твоем примере Давай. разбираем, как выглядел ты? И Как Настя, с выгляжу и которой твоя Настя, жена, с моя которой жена. ты очень Да, много времени там проводишь. да. Вот то, что я сейчас описываю, вот эти жизни в анклавах, в основном это души, ну, как бы среднего развития. Назовем это так, да, среднего возраста духа. Это те души, которым, как бы это описать, им интересно жить в семьях. У меня немножко другая история. То есть мой посмертный мир выглядит следующим примерно образом. Я, опять же, да, дух опытный. Я не живу в семьях. У меня есть небольшое количество душ, которые очень сильно резонируют со мной, моя так называемая духовная семья. Но эта духовная семья, она не живет в каком-то одном месте. И она есть у каждого, да, вот Да, у духовная каждого, у семья. каждого духовная семья. Некоторые прям живут вот анклавами, как я уже описал. То есть это там и близкие родственники, и средние родственники, и дальние родственники. Они Ну, вот деревушками, да, как вот такими? деревушками. Да, деревушки могут абсолютно по-разному выглядеть. И они, понимаешь, им там комфортно, им там удобно. То есть они чувствуют некую поддержку. Мне ощущать поддержку уже не нужно. То есть мне уже не очень интересно в этих Ну, ты деревнях. прям такой, знаешь, как это, с духовным эго тут сидит такой, ой, Мне я так уже такой опытный дух вообще, мне это вот эти ваши все семьи, господи, духовные, идите, дети, Смотри, развлекайтесь. все, кто меня знают, да, они знают, что духовного эго у меня, ну, я У меня надеюсь, самое маленькое духовное эго. я надеюсь, у меня его нету, потому что я с ним в том числе много жизней работал, именно жизней. То есть, когда я описывал свое посмертие в этих текстах, да, у меня была цель увидеть правду. Ну, то есть, если бы я бы увидел, что я там, не знаю, рогатый демон, сижу на рогатом троне и пышу вообще во всех огнем, да, плююсь там, параллельно грешников на сковородке жарю, переворачиваю, да, так подбрасываю их, как эти самые, как блины, ну, как бы, ну да, но я бы это бы и увидел, да, но я всегда за правду. Ну, то есть я всегда за то, вот как оно на самом деле есть. Поэтому сколько раз я не заходил, сколько раз не заходили, например, мои же ученики по этой теме на меня, да, то есть если они заходят на вот именно мир, как говорится, посмертный, не хочу говорить загробный, Ну как-то он да. такой, он там с каким-то флером таким уже эгрегориальным. Вот, ну, все видят одно и то же. И Да, я это это помню. интересно, что действительно ученики Данилы в нашем выпускном клубе, в клубе выпускников, они все считывают и возраст духа Да, одинаково у да. Данилы. Мы тоже раскроем этот секрет впервые сегодня, да? Раскроем же? Ну, раскроем, наверное, чуть-чуть.
Вот, и да, и то, кем он там является. Я правильно понимаю, что то, вот о чем ты говоришь, что ты не живешь в семьях и так далее, Мгм. что это, как многие сейчас тоже называют, звездный странник, В какой-то звездный степени, да. Да. путешественник. Вот расскажи об этом, что это значит? На моем примере, да? Да, На конечно. моем примере. И про Настю тоже, про И свою про жену Настю. можешь говорить, потому что она не звездный путешественник, Нет, как я Настя не поняла. звездный путешественник. Если брать Настю, да, она живет в высших слоях астрала, в высоких слоях астрала, потому что вот эти же, условно говоря, деревушки, они раскинуты, ну, везде. То есть и на более плотном астрале, и на среднем астрале, на более высоком астрале, как бы все выше, 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 выше. Даже на Нижнем Астрале есть деревушки, там, где происходит очистка? Чуть-чуть повыше, но близко. Мгм. И От чего это зависит тоже? это зависит, опять же таки, от целей духа. Если дух, к примеру, очень сильно связан с Землей, он прям вот напитывается энергией Земли, ему важно быть рядом с Землей. В целом, он, скорее всего, ну, по развитию, опять же, да, по развитию, это не духовное эго, это констатация факта, он, скорее всего, достаточно плотный по развитию По своему. жизненному циклу, По наверное, тоже так жизненному можно циклу, да, сказать. да, да, то ему там комфортно будет. И те души, которые с ним все равно на одной волне, та самая духовная семья, это же как бы, да, все довольно условно. То есть это же не там Каин Вот, кстати, родил интересный Авеля, да. вопрос. А не может быть такое, что моя, например, вот у меня есть духовная семья, Мгм. и кто-то из моей духовной семьи более низкого развития в контексте духа, да, а кто-то более высокого. И это все моя духовная семья. Бывает такое, бывает. Это прям сплошь и рядом. Ну, то есть, в духовных семьях бывает, что вот кто-то есть, старше, кто-то есть более молодой, кто-то еще более старше, кто-то еще более молодой. Возьмем на примере вот возраста духа. Может, так немножко я буду вводить здесь цифры. К примеру, там тебе 20, там, не знаю, 4 года или там 25 лет, да? В твоей духовной семье могут быть и 27, и 23, но вот, скорее всего, там 10 не будет. И Скорее. 40 И не 40, будет. скорее всего, не будет, да. Интересно. Но вот что-то похожее такое будет. Потому что 10, опять же таки, духовные семьи, у них примерно похожие цели и задачи на воплощение, плюс-минус. А 10 и 40, они слишком разные. Тогда вопрос такой. Наши, вот то, о чем мы сегодня еще тоже будем попозже говорить, наши круги, вот этот Да. первый круг, близкий круг, второй круг, это уже не наша духовная семья, это чуть другое. Это степень родства душ. В Мгм. первом круге, о котором мы сегодня говорить чуть будем, да, я думаю, чуть-чуть хотя бы так вскользь. В первом круге это родственные души, прям очень близко родственные, с огромным количеством взаимосвязей между вами, да. Во втором круге это друзья, в третьем родственники. Вернее, не родственники, а знакомые. Ну, то есть, да, родственники, друзья, знакомые. Если мы говорим там, в этих самых анклавах или в деревушках, то обычно там живут вот родственники и друзья, ну, более-менее близкие. Это если вот именно вот Вот, крупное да, вот у них объединение, может быть да. вот эта разница, одному 10, Да, да. другому 40. 10-40 все равно нет. Нет, нет, нет. Ну, М. очень редко. Ну вот Я такого не видел. интересно. Опять же, опираясь на свой опыт, я Так такого не опять же видел. таки, это, ну вот во втором круге может быть кто-то, вот у меня там 25 возраст, 24, да, Да, у может. меня может быть 40-летний во Мгм. втором или в Я первом понял, во круге? втором может, да, может, Ну, может, то есть вот, может. например, да, вот там на примере моего учителя, которому, мне Ну, кажется, на там примере около того. либо того же самого Экхарта Толле, про которого я буду сегодня еще говорить. Да, Да, да. может быть, Мгм. вполне. То есть именно в круге, друзей он будет как друг, у вас много пересечений, но, скорее всего, там вы вместе не живете. Ну да, я поняла. Скорее Ну ладно, всего, это очень да. интересная тема, Это большая. интересно, Круги, возраст действительно. духа. Вернемся к ней Вернемся. попозже. Сейчас возвращаемся к тому, как ты выглядел. Как ты выглядел и, Насть, выглядишь, да, в посмертных мирах. Мы, насколько я это вот, сколько раз я это видел, стойкой формы нету. Стойкой формы ни у меня, ни у Насти нету. Потому что, смотри, чем мы ближе к Земле, Мгм. вот сюда, к земному плану, тем более плотная физика, тем более плотный вид у духа в посмертном мире, да, тем, кстати, сложнее менять этот самый вид, он как бы более фиксированный. Ну, то есть, чем ближе к Земле, тем более он становится заземленным, этот самый дух. И в плане своего вида тоже. Чем выше, там уже образов нет. И вот, кстати, это небольшой лайфхак для ребят, которые вспоминают себя в жизни между жизнями. Это, да, по Майку Ньютону это называется LBL пространство, A Life Between Lives, то есть как бы жизнь между жизнями.
вот в этом LBL-пространстве, если вы чувствуете себя не в какой-то форме, а прям вот совсем бесформенным, ну, то есть, грубо говоря, как световое пятно, как некий такой пучок света, да, который может приобретать определенные красивые какие-то оттенки, которые как будто бы проступают изнутри этого пучка света. Это знаешь, на что похоже, ну вот как будто вот солнышко, которое вот как будто изнутри некие черты проступают, и они могут меняться, эти черты, но тем не менее это прям вот солнце. То и это постоянная твоя форма в посмертии. Это не просто там ситуативно иногда ты заходишь в такие вот слои, а это именно постоянная твоя основная форма. Это говорит о том, что ты обитаешь в посмертии больше в высоких слоях астрального плана Земли. Там уже нету как вот четких, жестких форм. Это прям вот первый звоночек, да, что если вот оно вот так, то это верхние слои астрала. И вот И у вот тебя и у у Насти Насти, вот да? так же, да. У А у меня тебя? ам, То есть м, Настя световой шарик, грубо Настя говоря. световой шарик, да, который А тоже ты? обитает в определенном там месте, ну, назовем это деревней, но там, так как в ее пространстве уже нету жестких форм, то оно очень условно. Эти вот деревни, я их описывал в своем цикле, что да, это формально как бы деревня, но на самом деле это тоже некое световое пространство, Мгм. которое принимает некие черты деревни. Это Слушай, будет самое а вот ты правильное. говоришь, вот это верхние слои астрала, да? А еще выше можно существовать? Кто-то существует еще В выше? ментальных слоях обычно все-таки в ментальные слои заходят за какой-то информацией. Мгм. В ментальных слоях может обитать определенные вот как раз надстроечные архитекторы, все вот эти вот кластеры, которые управляют всем этим. Мгм. Не те, которые проходят в воплощение, да, а Мгм. скорее, ну, грубо говоря, руководство всего этого мероприятия. То Они есть могут быть в вот эта ментальных слоях. рекреационная зона, условно, она до верхних слоев До астрала. верхних слоев астрала, по сути, да. Но астральный пласт Земли, он очень сложный. Ну, то есть там огромное количество переплетений, там огромное количество работников, там огромное количество вот этих самых корпораций, про которые мы с тобой Мгм. где-то на видео уже обсуждали, самых разных каких-то работников таких и таких. Одни проводят эту энергию, другие проводят эту энергию. Ну, то есть Ну, то обеспечивают есть нам возможность здесь обеспечивают играть, возможность правильно? здесь играть, по сути, да. Поэтому в астральных планах это не только рекреационные зоны, это еще и огромные зоны обслуживающего персонала, назовем это так. Это очень грубо, но все-таки это в целом, ну, это целый мир, это огромный мир, который многоуровневый, многослойный. У меня, теперь ко мне, у меня очень тянет всегда на путешествия во всех посмертных мирах. Меня тянет на путешествия, поэтому я путешествую и вверх, и вниз, и совсем вниз, и в средний астрал, и в верхний астрал. Я ношусь, как говорится, как А этот вот самый. чтобы что ты делаешь? По-разному. Опять же, зависит от посмертия, но в массе своей у меня вот такая очень исследовательский дух. Это дух исследователя, вот дух, который как бы изучает что-то новое. Он, в том числе, я работал много, я это прям четко помню, я работал много как раз вот на архитекторов здесь, то есть им подсказывал, помогал в том числе проводить определенный спектр энергии, спускать определенные спектры энергии. И у меня есть одна особенность, я про это как раз писал в тексте, я могу выходить за границы этого астрала, то есть за границы астральных планов Земли. Это куда? То есть в ментальный план? Нет, вообще на другие планеты. В астральные слои, посмертные слои других планет. Других планет Мгм. совсем. И вот это очень интересный момент, потому что мы же много лет занимались вместе с... Не только я, но и мои коллеги в блоге занимались этой темой. Мы что поняли? Мы поняли, что большинство душ, они не могут это делать. Это, знаешь, вот тут уже этот самый, как сказать, теория заговора вот эта вот Ну, это вот как начинается, что раз-таки, я ты... правильно понимаю, про то, что не могут так делать как раз-таки не звездные странники. Ну, условно, если назвать это так, да. И здесь включается вот эта теория заговора про то, что там это мир-тюрьма, в посмертии это тоже тюрьма. Вот в какой-то степени они действительно определенные практики это увидели, но сделали неправильные выводы. Ну, то есть это не тюрьма, потому что тюрьма — это то место, в котором ты находишься, но ты там не ходишь находиться, не Не хочешь хочешь. находиться. А тут как бы все, то есть ты сам как дух пришел вот сюда, на эту планету, развернул здесь вот этот самый свой сервер, да, раскрыл его как лепестки, и ты живешь здесь. Именно с уровня высшего я. Высшее я, на самом деле, оно выше, чем вот то, о чем мы сейчас описываем, но все равно в посмертии
даже если мы не прикасаемся к своему высшему я, мы все равно чувствуем, свет духа, мы осознаем, что мы сюда пришли по собственной воле, что это нас не загнали сюда палками и пинками и прочее, прочее. Но выйти отсюда, вот просто взять и выйти мы не можем. Но, опять же, грубо говоря, вот мы снимаем сейчас там вот здесь, да, в этой вот комнате. Мы знаем, что мы должны здесь находиться и должны снимать это видео, потому что, да, у меня есть определенная цель эту информацию передать ребятам, у тебя есть цель как бы провести там через свой канал эту информацию, да. Можем ли мы сейчас вот просто встать и сказать оператору: слушай, все, мы пошли, и уйти вот туда вот Ну, как бы в в целом темноту? можем, Ну, в давай целом так. можем, но как будто бы это, но мы этого не Не будем делать, хотим, мы да. этого не хотим, потому что мы пришли сюда с определенной целью. Это же самое и тут. В посмертии, если ты понимаешь, что все, твоя миссия закончена на планете на этой, то на уровне высшего я сервер этот, он собирается, да, и ты переезжаешь, грубо говоря, на какую-то другую планету для продолжения этой игры с новыми условиями, которые тебе важны и нужны. Вот чтобы просто в посмертии ты там типа: хочу я это в астральный план Марса. А давай слетаем вжух, и Мгм. ты уже там. Вот такие возможности есть не у всех, да? Не у всех, они есть не у всех. И даже, откровенно говоря, когда я это увидел, опять же, я за честность, я стал перепроверять. Как бы, может быть, меня глючит, но нет. Опять же, перепроверяю, нет, не глючит. То есть у меня просто, видишь, так как у меня дух уже опытный, сильно опытный, да, мы сегодня говорить про это будем, у меня было много планет до этой планеты. То есть на планете Земля это моя там, условно, там, очень сильно не первая планета. И даже не в первом десятке. Я подозреваю, что даже, наверное, не в первой сотне. Но это нужно проверять отдельно уже по числам, но не в первом десятке точно. То есть Как бы ты наработал я эту наработал эти каналы, возможность. эти возможности, да. Вот То есть в целом любой может, а, ну, в в потенциале, да? потенциале, да, Мгм. да. Просто у меня много кодов и с самых разных планет. Там и с этой планеты, и с Мгм. этой, и с этой, и с этой. И ты с этими кодами уже ничего не сделаешь. Они уже как бы в тебя вшиты. И с помощью них ты можешь, условно говоря, получать доступы к выходу из астральных планов Земли. И дальше перемещаться по разным иным планам. То есть куда хочешь. Вот у меня на самом деле в посмертии я очень много перемещаюсь. На самом деле я, наверное, так сейчас навскидку, наверное, 30-40 я только нахожусь в астральных планах Земли, а остальные процентов 60-70 это перемещение по другим астральным планам. И вот что интересно, практически все души, которые сейчас вот здесь, в астральном плане Земли развернули свой основной сервер, назовем это так, практически все, кто путешествует вот по разным мирам, они не просто так это делают. То есть это, по сути, некие научно-исследовательские экспедиции, если можно назвать это так. И оттуда, да, ты тянешь определенную информацию, определенные какие-то приемы, какие-то методы, которые потом ты можешь реализовать здесь, на планете Земля, возможно, кого-то и даже обучить этим методам, какие-то там кураторские силы или еще что-то. То есть, да, им нету, резона устраивать там какие-то вот эти исследовательские экспедиции, они заняты в своей сфере деятельности. Как, к примеру, гендиректору компании не нужно спускаться на там 18 этаж, Мгм. чтобы чинить картридж в принтере, да, то есть он отправит технического специалиста, который занимается этим. Это же самое и тут. То есть я очень часто выступаю вот именно как технический специалист, который совершает путешествия в разные миры и оттуда тянет определенные информации. Каждое путешествие, оно с какой-то целью, там много разных целей на самом деле было, там и что-то исследовать, и что-то изучить, и понять прошлое, например. К примеру, я очень прям много раз, я вот не помню, я писал это в текстах или нет, Мгм. возможно, сейчас будет эксклюзив, я много жизней исследовал умершие цивилизации. Меня безумно тянет к умершим цивилизациям. Вот именно в миры, в которые погибли полностью вообще все. Вот Ну, там они Атлантида та погибли, же, да? это на Земле. А я сейчас говорю про инопланетные абсолютно цивилизации, которые в других астральных планах. Меня, на самом деле, меня с самого детства завораживают разные истории, вот именно про, знаешь, про исследование пространств, которых уже нету. Там есть культурный пласт. Когда ты входишь в астральный план вот той планеты, которая погибла, астральный план-то все равно остается определенное время. Там уже нету физики, там уже нету плотного. Либо плотное есть, но оно там условно там все выжжено каким-нибудь апокалипсисом Мгм. местным, да, но там остался культурный пласт, там остался какой-то еще пласт.
ты можешь это изучать. И вот получается, ты как работник условно, да, вот в этом посмертном мире, Мгм. работник на этой должности и Да, выполняешь вот эти функции, да? да, То есть вот в тоже у том меня числе, да. накопились уже вопросы, Давай. как там все происходит, вот именно быт. То есть, например, там едят ли эти души, да, спят ли эти М, души. Ты имеешь в виду астральный план Земли? Ну вот Или тут в моих путешествиях? не в путешествиях, а вот, туда, куда мы все попадаем, Мгм. вот этот, Ну да, Земли, да. средний астрал, Да. где живут вот эти поселения там душ, Да-да-да. где вся Ну, наша там родственная семья, рекреационная зона, да. рекреационная зона, да. Отдых между воплощениями, Да, да. вот там получается как? Там у людей есть работы, у Да, людей есть да-да-да, задачи. есть Вот они задачи, спят, едят, работы, не спят, не в едят. зависимости, опять же, того, опять же, как выстроен этот мир. Это, по сути, как бы вот Мгм. одна семья, одна там, ну, группа душ, у них свой вот такой вот, ну, условно, мирок астральный, в Давай, котором хорошо, вот как у они тебя? У живут. тебя и у Насти. Давай, да. У Насти, у нее высокий план астрала, соответственно, там нету уже форм как таковых Мгм. явных, поэтому там еда, вот эта вся история практически не встречается. Она может быть ниже, Мгм. пластами ниже там может быть. И то есть и души, которые вспоминают, к примеру, что да, что мы сидели на берегу водопада и ели там вкусные какие-то там персики, ананасы, что-нибудь это абсолютно нормально. Это просто, как бы, знаешь, это, ну, они едят не для того, чтобы наполняться энергией, а просто для того, чтобы чувствовать радость от этого, и Мгм. не более того. Потому что Ну, на откуда эта Земле еда ели берется там? с помощью визуализации То же самое то же все, самое, да, условно? абсолютно, конечно. Хорошо, а вот сон, Вот. условно, у той же самой Насти, у нее есть Если какой-то вот у там. Насти нет, у Насти нет. Мгм. Если пластами ниже, то там может быть сон. Опять же, если хочется играть в эту игру, что ты вот Ну, в ешь астрале, в да, смысле. что ты Мгм. ешь, спишь, играй. Не хочется — не играй. Хорошо. Работы есть у всех, вот должности, как у тебя? Ну, это не совсем должность, опять же. То есть Ну, как это это еще очень вот, назвать? понимаешь, когда вот пишут, в тех же книжках, о которых я сегодня говорил, что там вот должность, там я работаю в астрале там-то, там-то. Мне всё время хочется спросить, какую зарплату ты получаешь Ну, за кстати, это? хороший вопрос, реально, там платят за это? Платят за это? Нет, не платят. Ну, то есть вот как устроен этот быт? Понимаешь, это все У тебя есть некое дом там. упрощение. Это вот все, что мы сегодня здесь с тобой говорим, это некое упрощение, чтобы просто физическому уму было немножко более понятно, о чем Мгм. идет речь. Я бы сказал, что это не работа, а это как бы, ну, некая деятельность твоя, которую ты там осуществляешь. У многих есть дом, да, особенно в среднем астрале, это прям дом. Ты после каждой жизни приходишь примерно в одно и то же место и даже, возможно, в свой собственный дом. Этот дом может немножечко меняться. Ты можешь его перестраивать. Например, если на Земле тебе очень нравился твой дом, ты можешь там его немножечко перестроить, он будет похожий на тот твой любимый дом на Земле, как бы вот в Мгм. котором ты живешь. Кстати, очень часто покойники снятся, например, они что-то очень хотели, они, к примеру, вот хотели вот отдохнуть в посмертии, да, и у них не хватило, например, сил здесь. Они тебе там снятся с этим там, с домом, к примеру, которым они не успели построить здесь, там, с каким-то участком земли или еще что-то. Вот, это же из этой же самой истории. Причем, кстати, это может быть не мир вот семьи, да, это может быть твой собственный отдельный мирок. Ты можешь, например, если ты хочешь побыть в одиночестве, ты можешь уйти в свой собственный отдельный мирок, его выстроить, как бы вот в нем жить, отдыхать, а потом уже присоединиться к своей семье в какие-то там иные пространства, Мгм. да. Ну, то есть там вот о чем я, что самая главная мысль, да, там нету какой-то определенности, что вот обязательно вот только так и никак иначе, да. Каждый находит для себя что-то. Каждый находит то, что созвучно его выражению, его творческому началу, его и как бы посылу и прочее, прочее. Ну, его энергиям Его духа, да? энергиям духа и так Мгм. далее, да. Его личности духа. Вот, кстати говоря, кстати, у меня на курсе есть отдельный модуль, он так и называется «Личность духа», определение личности духа, кто ты там. Ну, то есть четко вспомнить, кто ты, где ты, откуда ты, зачем ты и прочее, прочее. Это так называемые секретные модули курса. Да, Обычно кстати, ребят, я хочу здесь прям сделать действительно ремарку небольшую. Это впервые сейчас вообще Данила анонсирует этот на продукт публику, да. на публику. Он никогда еще не продавался вот так, поэтому это Мгм. действительно впервые вообще в интернет-пространство это выходит. Абсолютно верно, это небольшой эксклюзив сейчас. В моей школе по высшему я у нас как бы две ступени. Ступень первая — это сам контакт с высшим я. Ступень вторая — это вот непосредственно 4 дополнительные практики, очень глубокие. На них
переходить без первой ступени абсолютно смысла никакого нету. Они выходят, кстати, вот если первая ступень, она запись плюс онлайн, с упором на онлайн, то вторая ступень, она только в онлайне. То есть это Исключительно только в онлайне. живые встречи ты Только имеешь в живые виду? встречи 2 раза в неделю, причем обычно среда и воскресенье. 4 техники очень глубокие, одна из которых вот именно это определение личности духа. Кто ты там, кем ты являешься, твоя история и так далее и тому Ну, подобное. то есть ты условно звездный странник, да, например, или ты, как Настя, живешь в каком-то поселении со своими Ну, родными душами, да? глубже. Еще Ну, глубже. конечно, естественно. То есть, кем ты там являешься вообще, там, что ты там делаешь, как ты сюда пришел на эти миры Земли, какие у тебя миры были до этого, есть ли у тебя инопланетные коды, нет ли у тебя инопланетных кодов. Вообще, твоя миссия в целом цикла планетарного, с чем ты сюда пришел, для чего вообще, да? Твое предназначение не только в этой жизни, а именно как духа, потому что есть условно предназначение вот именно в этой жизни, что вот ты там, ну, не знаю, пришел сюда прорабатывать там отношения, там еще что-нибудь, да, но глобально миссия твоего духа, а вообще ты зачем пришел или пришла на планету Земля, она может быть абсолютно другой. Например, там, ну, условно, там, ты был где-нибудь там на Плеядах, а потом вот сюда вот пришел для того, чтобы проводить на эту планету высокие энергии Плеяд. И если ты этого не делаешь, ну, у тебя постоянно, как говорится, жизнь будет немножко бить по голове и возвращать обратно, снова к этой миссии. Потом там, кто там окружают тебя там, в каких мирах ты живешь, там, в каком астрале, там, в высоком, в нижнем, в среднем, там, путешествуешь ли ты или не путешествуешь. Ну, то есть, грубо говоря, кто ты есть на самом деле, твоя личность духа, кто ты. Потому что личность земная, как бы, ну, это как одна страница книги, и то там, может быть, даже полстраницы Ну да, книги, у нас же одна огромное строчка. количество Да, воплощений у духа и в да, разных телах, и в именно, разном времени. именно. А вот сама книга, о чем она? Что это за книга? Да, и вот личность духа — это одна из тем, которые мы разбираем на второй ступени. Вот я хочу уже перейти к этой теме, мне кажется, она Давай. самая интересная, родственных душ. Ты прям отдельный как-то текст писал про то, как ты готовишься вообще к воплощениям, да, Да. что у тебя вот в посмертных мирах это прям отдельный момент, когда ты, даже ты так писал, что ты советуешься с другими Да. душами, какие воплощения им больше нравятся, как им больше нравится проходить свой опыт, вот что-то Мгм. такое. И вот там же ты рассказывала про родственные наши души, про то, что у нас есть несколько кругов. Первый круг, Мгм. второй круг и третий. Давай вот про это поговорим, расскажи, прям это очень интересная тема. Множество практик мне приходило по запросу через высшее я. Именно вот тех, о которых мы сейчас говорить будем. Поэтому у меня здесь был небольшой чит-код. Да, если я обучал ребят с нуля этим практикам, мне они приходили уже в законченном виде полностью, под запрос, через, кстати говоря, технику запуска желаний. То есть ты, грубо говоря, выходил опять же таки на высшее я и говорил: так, я хочу узнать, А, как определить не совсем, родственные свои души. не совсем. У меня оба раза, вот это 2 техники, они обе пришли оттуда, в законченном виде полностью. То есть я однажды, как бы, грубо говоря, то есть ты вот запускаешь это, и на следующий день ты понимаешь, что ты знаешь технику. Ну, то есть, а запускал ты как? Так, как я сказала сейчас Не совсем. приблизительно? У меня был запрос. Мгм. Оба раза был запрос. Первый запрос у меня включилась личность. У меня бывает иногда включается еще личность. Субличность ты имеешь Нет, какая-то? земная личность. Ага. Земная личность здесь Комплексная, да? комплексная, да. И я тогда, я ушел немножко от школы, от своей. То есть у меня же как школа там шла 6-7 лет где-то, да, получается, с 13 года по там 19-20 год. Потом я немножечко отходил от нее в Переставал некое обучать, ты имеешь в уединение виду? даже. Я переставал обучать буквально на года 2 где-то. А потом я понимаю, что мне нужно обратно. Потому что у меня одна из миссий на эту жизнь — это вот нести свет вот в том числе через вот эту вот тему. И даже в первую очередь через эту тему. Потому что нести именно трансцендентный высокий свет. Именно высокий свет. И я понимаю, что мне надо. Я как-то вот у меня был вот определенный период, накатили, как говорится, блоки. М. У меня был такой немножко синдром такого, знаешь, даже не самозванца нет, у меня был вот такой синдром из серии, что да кому это все надо? Ну как бы, ну Мгм. кому? Ну вот это высшее я, ну зачем? Ну, в общем-то, Кризис смыслов, ну, такой короче. некий вот такой, да, кризис смыслов чисто личностный. Меня прям толкают вперед, давай, иди, типа, давай.
разными прям событиями уже, даже прям вот Мгм. событиями. Я прям вот говорят: "Иди, иди, иди". Я себе послал некий запрос из серии, что мне нужно какой-то знак, что я должен идти. И мне свалилась эта техника. Техника определения возраста духа в первую очередь на меня свалилась. И я тогда увидел свой возраст духа, и я понял, что я просто не имею права сидеть здесь. То есть М. эта техника изначально пришла для меня. Она не Мгм. пришла на передачу на массы на самом деле. Она пришла чисто для меня. Я просто увидел, кто я такой там. Откровенно говоря, слегка прифигел, если использовать сленг. Я понял, что я имею право преподавать эту тему, и более того, я не просто имею право, я понял, что мало кто с ней справится так, как я справлюсь. Мгм. И вот когда я это понял, я уже вышел. Опять снова перезапустил эту самую школу, и со временем я понял, что эту технику я вот буду рассказывать по возрасту духа, буду рассказывать там еще и людям. По поводу родственных душ у меня просто на каком-то этапе, это было сильно позже, я понял, что я хочу лучше прочувствовать своих родственных душ. Я просто хочу понять, кто вокруг меня, кто есть кто. Вот, и она пришла. Ну, то есть по запросу. Это не было из серии, что так, мне нужна техника. Мгм. Нет, это был просто некий запрос, и на запрос приходила техника. Так как все техники ко мне приходят в законченном виде, по поводу вот именно 3 кругов я увидел ее сразу образом. Я увидел солнце, такое вспыхнувшее в центре, То есть это как ты, твой дух, да? как мой дух, да. Не вокруг некая орбита, вот такой некий, сфера, в которой множество орбит, и по ним вращаются маленькие солнышки. Они вокруг меня, кто-то дальше, кто-то ближе. Да, условно, вот эта первая сфера максимально близких солнышек к моему центральному солнцу — это родственные души, прям вот максимально родственные. За ней, я как бы обратил внимание, что ж там за ней, да, дальше вспыхнула вторая сфера, второй как бы круг. Там тоже множество орбит и тоже разные солнышки на разном удалении. Некоторые ближе вот к этой первой Мгм. сфере, да, некоторые ближе к ней, некоторые дальше. То Я есть это все посмотрел, ты и вот души, с которыми ты с здесь которыми я играешь. пересекаюсь. Да, вот это второй круг, я ее условно назвал души-друзья. Сколько там человек? Сколько в первом круге людей, сколько во В первом втором? немного. В первом немного. Сколько? Родственные души у меня на сегодняшний день, из тех, кого я вот именно увидел, там есть множество, кого я не знаю. Вот на данном этапе я их просто не знаю Ты не еще пока. знаком в этой Я жизни с даже, ними. даже не знаком. Вот те, с кем я знаком, наверное, человека 4. 4-5. Ну, а всего в первом круге сколько может быть, самых близких Меньше, чем во наших? втором однозначно. У меня навскидку душ 20, наверное, В где-то. первом В первом круге. круге, да, 15-20. 15. Ты мне как-то говорил 5-7. Скажем так, чем дольше я смотрю в него, тем М. больше я начинаю видеть как бы там скрытые солнца, какие-то Мгм. не очень яркие, не очень явные. Но я думаю, что 15-20 это прям граница, все. Ну, То то есть я есть прям это рассмотрел те уже, души, с которыми мы регулярно воплощаемся с и которыми играем. идет, да, и с которыми есть прям глубокая связь. Вот прям Мгм. вот глубокая связь, прям очень глубокая связь. Дальше начинаются души второго круга. Это души друзья. Вот в первом круге души понимают друг друга даже на воплощении. Люди реально с полуслова. С Вот полуслова, с да. полуслова. То есть ощущение полного коннекта, вообще полнейшего. То есть полнейшая эмпатия вообще вот всего, да. Второй круг — это души друзья. Там тоже души друг друга понимают, но уже не совсем с полуслова. То есть там некоторые вещи нужно объяснять. Мгм. Некоторые вещи нужно объяснять, но тем не менее там множество пересечений в прошлых жизнях, множество похожих, но уже есть некие как бы намеки свои. Там один в одну сторону немножко идет, другой в другую, но все равно там есть что-то сильно объединяющее. Вот мы с тобой, к примеру, во втором круге. Из второго круга, да. Да, и с Ильей тоже. Мы с тобой из второго круга, но там тоже там есть как бы ближе к началу, ближе к Мгм. середине, ближе к концу и так далее. Если это второй круг ближе к началу, ну, то есть, по сути, ближе уже к стыку с первым, Мгм. там во многом будет как в первом, Мгм. с легкими оттенками. Причем, кстати, эти же души, они же плавают. Это же, по сути, вот то, что я сейчас описал, это интерпретационная модель.
Мгм. Ну, то есть со временем они начинают перемещаться. То есть из Мгм. второго круга он может спокойно переместиться в первый. Ну, на данный момент, На данный условно, вот оно момент вот оно вот так. так, да. И вот смотри, если мы берем вот этот первый круг, да, Мгм. насколько я знаю, Настя у тебя в первом круге, Да, да, твоя жена? да, прям очень И близко к Солнцу. вот, и по идее, то есть те, кто у нас из первого круга, то есть наши самые родные души, которые могут быть воплощены как рядом с нами, так и Мгм. нет, по-хорошему, это, наверное, те, кто нам в этой жизни предназначен для близкого общения, да, то есть наши, может быть, Какие-то близкие близкие друзья, друзья, да, да-да-да. отношения наши, супруги, Да, да? но не всегда. Иногда бывает, что ты как бы вот встретил этого человека, он нереально родной, просто невероятно близкий, но он так вот по касательной мимо тебя прошел, как бы поздоровался, ты почувствовал, вот, что такое вот есть, эту М, энергию, и вы расстались. Такое тоже может быть, мгм, но я скажу так, там часто включается ум, именно личность. Всегда есть шанс не расстаться. Всегда мгм. есть шанс не разойтись. Ну, там, опять же, это там как бы там, ну, условной серии, что там ты поехал в командировку, там увидел какого-то очень близкого человека, но вроде бы как бы там он здесь живет, я тут живу, ну и как бы пообщались, расстались, и все, больше уже особо никогда не пересекались. Это чисто умственное решение. А То хотя по есть, факту хотя эти по факту это души души, да. играют каждую жизнь вместе, Да, да? они играют вместе, да. И хорошо бы было бы и в этой, да, тоже М, поиграть. Чаще всего я так чувствую, да. Но бывают варианты, когда прям вот нужно прям вот по касательной пройтись Мгм. для чего-то. Просто как бы, знаешь, показать, что вот Провибрировать. родные здесь, провибрировать, что родные тебя не бросают, они все равно Мгм. где-то в поле ходят. Возможно, в какой-то момент, когда тебе была нужна очень поддержка вот именно вот этих вот прям вот Мгм. максимально родных душ. Напишите, кстати, друзья, вы ощущали вообще такое когда-нибудь, когда ты встречаешь человека и понимаешь, что, ну, точно вы жили вместе уже просто миллионы жизней, и, ну, так много прошли вместе. Вот если у кого-то были такие ощущения, напишите. И напишите, общаетесь ли вы до сих пор с этими людьми, потому что это важно. Мгм. И вот как, понять, да, например, вот ну, понятно, что как понять, что это моя родственная душа, это на практиках, На да, практиках, да. нужно. Но я понимаю, что это не Ну, непростая это практика. непростая практика. Я скажу больше, она мне давалась хуже, чем возраст духа. Мгм. Возраст духа мне давался легче намного. Хотя вот я недавно проводил опросы как раз вот на второй ступени в школе. Я спрашиваю ребятам, им что проще, возраст духа или матрица вот это, Родственные души, да, ты имеешь? родственные души. Все говорили, что родственные души им Я проще. думаю, это у каждого свое, Я думаю, что это конечно у же, каждого да. свое. Мне изначально, они мне пришли в законченном виде, но раскрывалось вот, число души прям раскрылось, прям вот именно число души, это я называю, Возраст духа. возраст духа, Мгм. да, это мои эти кодовые обозначения. Мгм. Оно прям раскрылось мгновенно. Возможно, оно раскрылось, потому что нужен был для меня сильный пинок. То есть, типа, оно вот раскрылось, и мне прям этой техникой мне прям вот пнули, типа: "Иди давай уже в свою школу обратно". А матрица, она раскрывалась, когда я уже снова преподавал в школе. Там, в принципе, не нужно было уж очень сильно меня пинать. Может быть, из-за этого. Смотри, а вот у меня такой интересный момент, что как понять, вот если я встречаю какого-то такого человека, Мгм, да, и мы точно чувствуем, что вот мы родные друг другу души, мгм. уже 500 миллионов жизней вместе, но как быть до конца уверенным, мы в этой жизни, например, какую роль друг для друга выбрали играть, Это проживать уже личность вместе, духа. как вот как ты говоришь, да, проживать вместе или Мгм. пройти по касательной, то есть вот это Это определить. личность духа. Это нужно уже заходить на личность своего духа, смотреть, зачем ты сюда вообще пришел, какую игру ты себе тут затеял, да, в этой жизни, смотреть высшим я местного уровня. Вот в местном, да. Этого вполне хватит, да, Мгм. для местного уровня. То есть вот чтобы ребята поняли, вот это вот вся, как говорится, заоблачная эзотерика про вот эти более высокие слои, там, про Творца, и еще выше в абсолюты. Вот в абсолют 99,9% вообще им это не надо. Ну, это не Ну, многим и то не есть интересно, это да. как бы вот, Это прям для это исследователей. прям для исследователей. Я бы сказал даже так, знаешь, немножко для отбитых исследователей в хорошем смысле этого слова, да. Большинству хватает вполне вот этого вот земного уровня высшего я, потому что он как бы это твой сервер здесь, ты здесь живешь. Ты в нем же оказываешься в посмертии. Практически никто в посмертии не заходит куда-то вот туда вот выше. Я захожу, но это просто потому, что у меня как бы специфика вот Ну, и тебе такого вот рода. интересно, Мне это да. интересно, и мне в целом вот эта тема, на самом деле, контакта с высшим я, она же далеко не в первой жизни. Мгм. Я когда просматривал свои прошлые жизни, я этой темой занимался и в Индии. Вот там я, кстати, 100% хорошо разбирался в индуистских терминах.
и в Китае, и в Японии, и в каких-то еще вот этих самых в Южной Америке. У меня много было вот именно учительских жизней, связанных с вот этой раскрытием трансцендентности разными способами. Я даже в свое время понял, почему у меня в этой жизни идет такое некое отторжение от вот этих всяких вот Традиций, религий, да? от традиций, даже я бы сказал так, от определенных ритуалов и традиций Мгм. шаманских в том числе. Ну, потому что же много было пройдено такого опыта, да? Именно потому, что у меня было просто огромное количество шаманских жизней. Меня вообще не тянет вот туда. Вообще. То есть я прошел этот период, Понимаю. и как бы вот мне это было интересно. То есть мне реально, потому что у меня было прям некое такое, знаешь, вот ощущение, что типа нет, это не для тебя в этой жизни. Просто вот смотри, да, Вот, да. часто встречаются люди в своей повседневной жизни, да, с такими вопросами, как, например, там, с кем строить бизнес, Да, 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 с да. кем Это строить всегда. семью, Да. вот этот человек там, ну, насколько, ну, не знаю, там, предаст, не предаст, да, вот, ну, различные Да. такие вопросы, которые уже не про то, чтобы там базовые потребности, да, какие-то, а все равно вот, ну, как-то относятся к нашей Относится абсолютно к материальной жизни. материальному. Если человек осваивает заход, основной фундаментальный, так называемый базовый заход на высшее я, и потом начинает уже копаться вот в этих дополнительных техниках, родственные души, возраст духа, да, личность духа и прочее, прочее, это ему в комплексе выдает возможность очень вариативно разные техники подбирать под свои цели и задачи. Ну, то есть, да, он может четко зайти, например, на высшее я и просто посмотреть оттуда, там, гармонично ли вот с этим делать или не гармонично. Это Мгм. вариант первый. Либо он может, например, зайти на высшее я и посмотреть личность духа своего собственного, да, и личность духа этого человека, насколько они стыкуются друг с дружкой По вообще. задачам, да, По например. задачам, к примеру, да. Либо же он даже может вот войти в эту технику матрицы и посмотреть, насколько они в целом расположены близко друг к дружке. Может посмотреть возраст этого духа. Ну, то есть, Ну, то есть условно, тоже, да, вот, кстати, про возраст действительно классно. да, Условно, если мы понимаем и ну, смотрим, тебе что у 40, этого а ему там 10. То есть какой там да, бизнес? что вы очень разные, что даже если здесь что-то как-то возникает, там Да. завязывается, то у вас будут потом конфликты из-за того, что вы на абсолютно разном уровне Да, сознания да-да-да, находитесь. абсолютно верно. Оно так и будет. Мы вывели правило 5 лет, так называемое. И мы поняли, что если разница между возрастом больше, чем 5 лет, Возрастом духа давайте возрастом сразу, да. духа, да, больше, чем 5 лет, оно как бы в бизнесе еще может быть, ну 7 лет. Но 7 лет край. Ну, 7 край, лет потому край что, мне кажется, у таких людей бизнес будет на разные темы на разные вообще. темы. К Просто вот сожалению, да. элементарно по К этой причине. сожалению, да, да. Видение, как делать бизнес, Как будет делать бизнес, абсолютно да. разное, Разные, абсолютно абсолютно. разные, да, да, да. В отношениях это особенно. Бизнес-то как бы еще ладно. То есть если это что-то, ну, что вы просто где-то зарабатываете деньги, ну, хоть как-то где-то что-то, Мгм. но это все равно не та история. А вот если это прям отношения, где вы Семья, да. живете в семье, Мгм. 5 лет, нельзя больше. Потому что, условно, если там тебе 20, а ему там 30, слишком большая будет разница. Мгм. То есть вот условно там вот, или там, не знаю, там ему 30, а тебе там 10, это вообще просто. То есть это никакого стыкования не будет. Эта семья, она может, конечно, существовать на каких-то основах, ну там, не знаю, на сексе, например, если уж Мгм. так вот говорить, или еще на чем-то. М, Я не уверен, что это Но это прям не долго. то, что дух выбрал, по идее, да? То есть М, не то, что Я бы сказал бы так, я обычно никогда не говорю, что вот это жестко, вот нет никогда, Мгм. нигде, потому что всегда есть исключения, некие выбросы из статистики, но это очень оригинальный выбор духа. Это прям дух был оригинал, которому вот это для чего-то пригодилось. Чего-то А да. для чего, опять же, нужно заходить на личность духа того человека и себя, смотреть предназначение, прочее, прочее. Вот такой момент интересный, еще мы с тобой уже поднимали эту тему за кадром. Вот то, что я недавно узнала, и меня поразило как-то, ну, вроде логично, но я не задумывалась об этом, что мы не встречаемся в целом, не взаимодействуем с людьми, с которыми у нас нет кармических завязок. Да, потому что, как бы, опять же, это пространство игры, и в пространстве игры проще играть с теми, кто уже хоть как-то наработан и наигран. Ну, то есть вводить прям совсем со стороны человека, они, бывают, вводятся. Мы же, кстати, с тобой это вот не дорисовали нашу с тобой Давай, схему, там давай, же да. есть еще третий Третий круг, круг. круг знакомых, так Но называемых. все равно знакомых, а значит, тоже кармические связи уже Знакомых, есть. ну, формально, да, но это может быть из серии, там, знаешь,
условно на рынке вы когда-то пересеклись один раз, потом еще раз пересеклись, потом работали там 2 месяца где-нибудь там в какой-нибудь Да, командировке. но успели завязать Ну, какие-то успели узлы. что-то чуть-чуть, то есть вы Да, как да, бы да. друг друга видели и даже общались, но это недолго. Это Мгм. недолго. Вот это круг знакомых. И есть прям круг душ, которые выпадают за границу этой матрицы. Ну, то есть те, с кем ты, скорее всего, вообще не встретишься. Ну, м, В плане, что не будешь не будешь взаимодействовать. Это может быть взаимодействовать, да. тоже, да, какой-то, Но вот вообще, да, да. прохожий, но вы не будете Прохожий, да, разговаривать, вы да, не будете да. общаться. Но вот если просто идти, я в свое время, я что делал? Я просто шел в толпе, либо по фотографии даже, по фотографии. В толпе это все равно как бы мельтешит, по фотографии проще. Я сканировал, я искал людей, вот многие люди в толпе, они вообще вне матрицы. То есть это просто, Ну, вне вне твоей матрицы матрицы твоей, да, вне твоих вот этой родственных душ, короче. интерпретационной модели родственных душ. Но иногда и даже в толпе бывают, попадаются из третьего круга. Из второго практически нет. Из третьего как бы как некие такие вот знакомые где-то, да, проскакивают. Но многие прямо совсем, то есть они прям вылетают за пределы матрицы. Потом мы делали прям большое исследование. Я же как бы, да, я же люблю вот эти все исследования. У меня Просмотры через высшее я просмотры, у меня групповые, же да. фундаментальное образование еще, это прям вот чисто даже по архитектуре этой личности своей здесь. Я прям люблю просмотры. Причем, кстати говоря, что самое интересное, да, и чтобы ребята не подумали, что мы тут так слегка бредим. Мы, например, в клубе, ну и вот на вот этих модулях, где мы Модулях. учимся, мы же как учимся? Я выдаю фотографию. Дальше мы ее смотрим, к примеру, по возрасту духа, либо по матрице. Потом я говорю: все, ребята, а теперь... Они там, там ставят определенные знаки. Я им обычно говорю, как там, ставь лайк на фотографию. Когда будет собрано общее количество вот всех человек в группе, ну, грубо говоря, там в онлайне 20 человек, мы собрали 20 лайков. Все, отлично. Это говорит о том, что все 20 человек готовы. Теперь опубликуйте, пожалуйста, ваши результаты. Они одновременно нажимают на кнопку, и там трррр, и дальше я читаю. В конце модуля должно быть совпадение по всем фотографиям 80%. Минимум. Мы стремимся к 80-85%. Ну, то есть это не просто рандомная какая-то история, да? Это люди, которые реально там через 2-3 месяца, они начинают видеть абсолютно одинаково, абсолютно идентично, четко вот именно это число возраста и плюс, круг по, если мы Ну, говорим потому что у по всех матрице. нарабатывается навык, да, уже? Нарабатывается навык. Мгм. Поначалу ошибок бесчисленное количество. Из-за этого я постоянно говорю, что вот там, знаешь, ко мне иногда приходят и говорят там: вот мы прочитали твой цикл про родственные души, там, я думаю, ты у меня там типа в первом круге, я думаю, что тебе там 120 лет, а мне там 180 лет. По Я возрасту говорю, духа, по да? возрасту духа, я говорю: ребят, я говорю, пожалуйста, большая-большая просьба, да, не надо использовать эту технику, не надо. Ну, то есть ошибок вот в Ну, не первый, используя эту технику, а в смысле без техники пытаться что-то галлюцинировать. пытаться галлюцинировать, да. Потому что на старте, и даже у опытных практиков высшего я, это процентов на 70 галлюцинирования. Только к концу первого месяца этот туман немножко так расходится, Мгм. и к концу второго они уже начинают реально видеть. С учетом, что это 2 раза в неделю, Вот, кстати, я знаешь, тоже еще по подумала, 3 что часа каждый раз. чем может быть очень удобна эта практика про возраст духа Мгм. в контексте того, к кому идти учиться. То есть если у Да, тебя да, возраст духа, ты понимаешь, что, ну, вот, например, там 24 года, да, да, вот вроде как там, как у меня, ну да. что, ну, мне точно не нужно идти учиться к тем, кому 20 по возрасту духа, потому Ну что, ну, смотри, там же возраст духа тоже мы еще не объясняли, да, это же мы про расскажем. мы условно берем возраст как человеческий, там, в 90 лет Мгм. максимально, да, условно, Ну, это и условная модель, очень да. условно, да. То есть это не это не то, что дух прожил 90 лет или Да, дух прожил естественно. 90 жизней, Да. а мы просто вот эту огромную вереницу, там, миллионов, наверное, Мы жизней, да, и пытаемся всего хоть вот это. как-то интерпретировать в некую модель. Ну, то есть, Да-да-да. условно, от 0 до 80 лет человеческой жизни мы можем эту интерпретационную модель перевести в проценты, например, от Да, 0 до 100%, или там от 0 до 1000%, от 0 до миллиона процентов. Просто так как мы сейчас живем в земной жизни, 0,80, оно понятно. Ну, Ну, и то есть там, 80, да, ну даже не да, то есть, 90. ну да, к примеру, там вот там
условно там этому там 12 лет, и мы сразу понимаем, что это, ну, дух-подросток, потому что 12 это условно в И он нашей проходит жизни дух-подросток. соответственные опыты, там очень Соответственные много опыты. эго, очень много еще каких-то вот Каких-то таких борьбы историй. много. Ну, это Бунта, отдельная да. тема, да. А вот если людям, у которых очень мало, да, которым, как мы говорим, 40, да, возраст духа, да, половина цикла уже 40-50 лет Да, возрасту да-да-да. духа, то это такие учителя уже, Очень ну, редкие, очень которые сюда редкие, да. заносят так, как бы исключительно, чтобы прям вот что-то передать и уйти отсюда. Да. Вот 40 лет, ну, то есть, половина цикла на нашей планете, именно вот чтобы сервер был развернут на планете Земля, очень мало. Мы проанализировали суммарно, наверное, фотографий несколько тысяч фотографий, вот суммарно из клуба, мы с Настей вообще везде. Мы вот 40-летних видели, мы 38-летнего видели одного, Мгм. и еще вот в районе него там один человек под вопросом. Под вопросом, да. Под вопросом, да. И, ну, как бы это прям очень большая редкость. Средний возраст по планете, по нашей, если мы говорим вот про интерпретационную модель от 0 до 80 лет, 16 лет. То есть 16, то есть у 16-17 нас лет. еще подростки, Ну, по как бы идее. такие подростки, переходящие в 18-летие. Но и важный момент, что в основном те, кто эзотерики, там Да, уже они от чуть-чуть от выше. От 18 до 18. 23 где-то. Вот, По да. вот, ну, не по ощущению, по нашему эксперименту, который мы Кто делали. интересуется Кто эзотерикой, кто интересуется. уже что-то умеет. Вот, кстати, большинство ребят, которые смотрят сейчас это видео и типа: интересно. Вот им, скорее всего, в районе 18-23. Мгм. Вот прям 90% этих Ну вот, ребят да, тоже к кому с идти, редкими выбросами. идти обучаться. То есть, соответственно, если вам там 18-23, ну, к 10-летнему точно не нужно идти обучаться, ну, Ну да, это условно. правда. То есть, ну, то есть, опять же таки, искать учителей там. Это правда. Сколько тебе лет? Давай скажи, возрасту духа твоему. Ты все-таки хочешь это, да? Ну, смотри, изначально я не хотел про это говорить, но так как завтра выходит Ну, статья, ты уже, где да, я уж расскажешь, рассказал да. про это, 28,5. Вот, 28,5. Ну, видишь, то есть это, ну, это ощущается. То есть в любом случае это ощущается. То есть вот из моих учителей, ну, я предполагаю, то есть вот мы говорим, там, один человек под вопросом, Мгм. вот так вот примерно сравнивая, я понимаю, что их возраст духа старше меня. К другим я не иду учиться. То Ну есть я да, вижу четко своих там одногодок условно. Я понимаю, что, ну, они их тоже, много. их очень много, да, они тоже могут что-то дать, мы можем обменяться опытом, но идти прям вот перенимать знания, перенимать настройки, это все-таки более, ну, более такой, мне Мы кажется, даже, глубокий кстати, в путь. клубе мы делаем сейчас, это уже ребята делают, они там сами уже определяют возраст духа, причем очень круто уже, без моего, как бы, без моего участия, там у них прям есть в клубе отдельная тема, я туда иногда захожу, они делают атлас духовных учителей России. В целом вообще, то есть их там много уже подписанных с годами. Это никогда никуда не будет опубликовано, потому Очень что жаль. это, ну, это внутренняя история школы. А мы с Но Настей, кто... с твоей Да. женой, хотим сделать видео, где мы будем просматривать разных духовных учителей и все про них рассказывать. Так что, кому интересно, Кому пишите в интересно, комментариях, пишите. мы все скоро запишем. Так Но что вы вот все узнаете про всех по возрасту, я учителей. думаю, что она не будет По рассказывать. возрасту не будет, но она расскажет про все про экстрасенсорику, и что все равно, если там да. мастер-ломастер, то будет понятно. Да. Но вот кому интересно увидеть атлас такой внутренний, приходите в школу, дойдите до клуба Только в клубе выпускников. выпускников, и тогда он там будет. Мы специально так сделали, потому что ребята, которые доходят до клуба, они все-таки адекватные. Ну, то есть они адекватные, они понимают... Зато честно. Зато честно. Ну вот реально. Они адекватные, они понимают, что с этим делать. У меня в клубе, вот смотри, сейчас в клубе активных ребят уже подбирается к 500 человек. В этом году, возможно, будет 1000. Именно в клубе, я говорю. То есть, да, не в ВИПе, не в этом самом в клубе. Это большая, на самом деле, масса ребят, которые Конечно. очень сильные Со практики, со способностями. способностями, да. И Очищенные очищенные от блоков, от эго, от различного Да. рода травматики, которая очень сильно искажает восприятие Да. мира. Да. И вот самое главное, вот представь любой форум по любой теме, в котором условно 500 человек. Там обязательно кто-то будет с кем-то, ну, назовем это мягко, ругаться. Ну, будут же, не да? здесь, Но не точно. здесь. Я ни одного не видел. У нас нету модераторов в Ну, клубе в смысле, даже. люди на высшем я. Да. О чем вообще речь? У нас Какая нету. ругань на Ну, высшем я я? все равно, честно, я предполагал, что может быть, но кто-то где-то там что-нибудь стрельнет, не до разотождествиться, но нет.
Нет. Тогда надо было это обратно, на второй год. Тогда вот, ну да, тогда надо было на второй год, но нет. На сегодняшний день в клубе не было ни одной ссоры за все время клуба, а клубу уже несколько лет. Вот именно вот в новом его формате несколько лет. Так что это прям ребята реально осознанные, мудрые, очень гармоничные, очень глубокие. Окей, с астралом, с высшими слоями астрала, да, где там рекреационная зона, скажем Да, так, мы разобрались. После нее, ты говоришь, идет ментальный слой, ментальный слой, но он больше технический. технический, да. А где вообще высшее я? И вот ты сказала, что даже там, в этих посмертных мирах, Мгм. не все чувствуют связь со своим высшим я. То Окей. есть, хочу уточнить прям, потому что, мне кажется, многие заблуждаются в этой теме. В посмертных мирах мы не высшее я. Правильно? Смотри, опять же Мгм. таки, высшее я — это термин, который обозначает, ну, в самых широких, вообще, в самом широком обозначении, да, он обозначает, прошу прощения уже за очередную тавтологию, некое состояние тебя, истинное тебя, да, твое истинное я, твое высшее я, которое как бы вне физики, ну, то есть вне твоей текущей личности. Формально там, в тех мирах, как бы ты, ну, в общем, можно это назвать астральным телом в некоторой степени. Это не совсем астральное тело, то, которое понимается Не здесь. это точно, не Да, это энергетическое, оно немножечко иная тема. Но, а дальше мы упираемся в термины. Ну, то есть вот, некоторые люди говорят, что высшее я, там, в своей школе, да, они говорят, что высшее я — это вот то, что прям выше астральных вот этих эфирных ментальных планов Земли. Вот то, что там выше, Ну, ты вот тоже так туда все думаешь? ближе. Я никак не думаю, я практик. Ну, то есть, я скажу так, да, находясь, в посмертном мире, ты больше ощущаешь свою вот эту трансцендентность и Мгм. вечность, чем земную личность. Поэтому, в принципе, как бы, ну, можно назвать это тоже неким слоем высшего Слоем "я". высшего я. Вот я тоже Ну, хотела то сказать, есть, что, да. как я это вижу, это нижний слой высшего я. То есть ты Ну, уже не условно, да. личность, но ты еще не то высшее я, Да. которым мы становимся Становимся, да. у тебя в школе, Да. обучаясь. То есть это гораздо более низкий Ну, слой. это гораздо более низкий Вот, слой, и да. я как раз хочу провести дальше нашу карту мироздания, Нашу да. карту То мироздания, да. есть, вот мы уже обсудили астральный, да, Мгм. план, ментальный, понятно, технический. После технического ментального плана как раз-таки и начинаются, да, наверное, вот Начинаются вот эти. эти высшие, да, высшие так называемые миры. Я, на самом деле, у меня был незакрытый гештальт. У меня их 2 было за последние 10 лет. Я как раз тебе про это писал, и там большой текст написал. Да, у меня было 2 незакрытых гештальта. Гештальт первый — это как раз вот я хотел более четко, более глубоко увидеть себя, вот именно свою личность духа. Я это сделал, я прям описал в подробностях там все свои вот эти путешествия, кто я, куда я, где. И второе, я потом же еще после этого, как раз вот до этих съемок, еще статья эта не вышла. Алина, у нее была сегодня эксклюзивная премьера чисто для Всё как Алины. обычно, всё Я самое эксклюзивное для я меня. я, потратил кучу времени на то, чтобы вспомнить весь цикл духа. От условного рождения до вот условного момента здесь и сейчас, как бы там начало детства, условно говоря, духа, да, юность духа Слушай, а вот и тут так такой далее. вопрос мне сразу приходит, мне всегда было очень интересно. Когда родилась, ну вот эта частичка сознания, да, Да. там твой дух, назовем её так, ты сразу пошел воплощаться в человеческих Нет, телах? нет, Вот это нет, был мой, да, главный нет, вопрос. не сразу, нет, не сразу. Там есть определенный этап, когда ты можешь воплощаться и в растениях, и в камнях, и прочее, прочее. И я помню себя растением на самом-то деле, и Мгм. камнем себя помню, но это было очень давно. Мгм. Это было не то, что не на Земле, это было там на очень далекой планете отсюда. Но бывает, что цикл начинается так, что ты вот эти первые как бы этапы, ты их не проходишь. Ты сразу же уходишь в личность, ну, в какую-то более-менее антропоморфную. То есть это не обязательно человек, это может быть какая-то То там есть ты имеешь в виду, что не все, как ты, воплощались и в камнях, и в Да, растениях, а кто-то действительно да, родилась частица сознания да. и сразу воплотилась в человека? Я хочу узнать, что в этом условном пространстве, я понимаю, что это тоже слои, много слоев, Да. да, чем дальше мы идем глубже,
чем больше мы обретаем вот эту трансцендентность. Трансцендентность. То есть просто с какого-то уровня, вот с выше ментального, Мгм. ты становишься высшим я и просто заглубляешься, заглубляешься, заглубляешься. Ну, или поднимаешься, Ну, или как тебе поднимаешься, больше кому как нравится, удобно, да. да. И вот я хочу вот про этот слой, где вот это высшее я, мое, там, и твое, и так Мгм. далее, про вот это пространство, если это пространство. То Мгм. есть что происходит там, где условно сидит наше Наше высшее я? высшее я, вот Да. именно то, которое надстроечное уже, не местное высшее я, назовем его, именно которое вот здесь, в астральных планах Земли, да, а именно то, которое выше Да, да, его. да. Смотри, это интересно. Когда я был в этом плане, в этом пласте, я дошел до него, я прям реально, я пошел по этому своему незакрытому гештальту слой за слоем. Во-первых, это очень трансцендентный уже уровень, реально очень. И я скажу так, практик, который дойдет до этого уровня, это уже хороший практик. Вот объективно, это уже хороший, глубоко духовный практик. Ну, в смысле, у нас все на курсе, по-моему, почти все за время обучения доходят. Я бы сказал бы так, до вот местного высшего я, которое вот здесь, до личности духа твоей вот здесь вот, доходит. То, Мгм. что выше, это уже надстроечная история. Это уже Мгм. как бы выше. Это более высокий Ну, слой нужно высшего больше я. практиковать, ты имеешь в виду, Больше, да? больше, намного больше. Когда ты находишься в этом слое, во-первых, там уже потихоньку начинает исчезать время, исчезать пространство. Там уже В начинает... посмертных мирах есть время. Да, там Мгм. есть время, есть пространство, оно движется немножечко по-другому, но вот там вот выше, там уже время-пространство начинает исчезать. Оно все еще формально присутствует, но скорее как некая даже материя, с которой можно работать. Ну, то есть ты можешь его ускорять, можешь замедлять и еще что-то делать. Когда я говорю, что ты приходишь на определенную планету и разворачиваешь здесь свой сервер, по сути, вот этот игрок, который разворачивает сервер, это вот именно то, о чем мы сейчас говорим. Высшее Это я. то самое высшее я, Мгм. которое вот выше стоит. Оно не входит в планету Земля, оно не входит в какие-то иные планеты, оно всегда над этими мирами. Да, и вот где оно? Оно в каком-то пространстве. Назовем его формально пространством, хотя там уже стирается граница пространства, границы времени. Оно статично или оно двигается, Оно еще пока перемещается? двигается. Оно Мгм. пока еще двигается, то есть там есть еще некое, как вот я говорю, там есть пространство и время, но оно больше обретает некую форму дополнительной материи, которую вот как бы ты можешь из нее что-то лепить, из этого То есть пространства, это из не времени. световой шарик уже? Не совсем уже, нет. Нет, это уже не совсем световой шарик. Это, опять же таки, так как я сейчас здесь, я в этом теле, я больше иду по воспоминаниям, да, Ты можешь зайти этого. на высшее я. Могу зайти, Давай, но, кстати, а то мы что-то в этом м, выпуске обделяем но людей. давай попробуем. Это высокий заход. Да, Обычно, давай. когда, кстати, я захожу вот на наших встречах на высшее я, это высшее я все-таки верхнего астрала Мгм, нашего земного мгм, плана. Ну, то есть это местное высшее я. Вот то, про что мы с тобой сейчас говорим, это более высокое высшее я. мгм. Я могу попробовать сейчас зайти, потому что я Давай пробил попробуем туда. прикоснуться, Ну, да, давай хотя бы. пробуй. И я хочу сейчас небольшую ремарку сделать для зрителей. Прям почувствуйте, настраивайтесь. Первое интервью с Данилой, которое я записывала, он впервые в жизни при мне соединялся с высшим я, проявлял его, я бы так сказала. И меня этой волной задело. Я не знаю, как еще описать это. То есть я действительно почувствовала, как импульс от него прошел в меня, в район сердца, и через день после этого я впервые в жизни соединилась со своим высшим я, вообще ничего не обучаясь, ничему не практикуя и так далее. То есть чисто вот, ну, вот так как я переняла эти настройки. И многие, кто смотрел это интервью, писали, что они тоже что-то подобное ощущали. Поэтому сейчас тем более будет такой глубокий заход, выше, чем обычно, поэтому прям настраивайтесь, можете даже закрыть глаза. Когда я захожу на этот слой, буду немножко описывать для ребят, в том числе даже, наверное, для студентов своих, потому что они в первую очередь смогут это понять. Когда мы доходим уже через разотождествление до состояния вот именно этой внутреннего, да, внутреннего просветления, внутренней светимости, дальше я начинаю разотождествляться, как бы уже смещая, да, свою сборку в эту светимость, я начинаю разотождествляться, находясь в ней уже, с определенными пластами мира, да, в котором находится эта самая часть. Ну, то есть да, я примерно ощущаю вот именно астральный план Земли, я начинаю как бы с ним разотождествляться.
Я в целом начинаю разотождествляться с Землей, я начинаю разотождествляться с привязками к Земле, я начинаю разотождествляться полностью вообще какими-то вот, да, завязками на вот именно конструкт земного плана, на земную архитектуру. И тогда потихонечку я начинаю смещаться все выше, 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 на каком-то этапе уже выходя за нее. Но это непростая, опять же таки, история. Вот, она займет некоторое время сейчас. Я помолчу и потом оттуда уже скажу. Ну, по факту Данила сейчас вообще технику передает. Там надо знать определенные настройки, но в целом смельчаки могут даже так попробовать. Я бы не экспериментировал, потому что ты можешь уйти в иллюзию, очень сильно причем. С умом, да, понапутать? Да, в иллюзию ума. Вот так. Никаких иллюзий. Давай. Ну вот где ты вообще находишься? Что это за пространство? Смотри, сейчас в чистую дойду. Я вот уже ощущаю. Ну смотри, во-первых, это пространство, если его можно назвать светлым, оно светлое. Очень светлое. Но это не тот свет земной, который нам вот здесь привычен, как земной свет. Это действительно, вот как его называют, трансцендентный свет. По сути, это свет Бога. Вот потом, в дальнейшем, если идти на этот вот свет, то ты в итоге можешь дойти до Создателя Вселенной. Именно через этот свет я и шел в дальнейшем этом вот путешествии, да, я шел до вот Создателя Вселенной именно через него, как бы на эту светимость Ну его. ты даже дальше прошел, не только до Создателя Да, я прошел Вселенной. дальше. Ты там до Абсолюта в итоге дошел. Да, но сегодня мы туда не пойдем. Вот давай, да, на том моменте, где ты сейчас находишься, это все таки опиши хотя бы примерно. То условно это некое пространство. М, Ну вот Но там есть другие высшие я, да, например? там есть другие высшие Мгм. я. Там есть другие высшие я, и ты знаешь, на что похоже? Это похоже на вот такое солнышко, маленькое солнышко или маленький лучик, если его назвать так, который на самом деле не спускается оттуда сверху, потому что я чувствую прямо вот на этом уровне, я чувствую, что там выше еще уровни, еще уровни. Та самая слоистость высшего я, да, все выше, 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 выше. Но вот именно отсюда, ну, это как бы вот солнышко или проекция того вот изначального света, того лучика, да, который в свою очередь сам пускает вниз определенные лучики. Он как бы светит вниз. Каждый из этих лучиков, по сути, это вот то самое, вот что мы называли, да, местным высшим я, местным сервером, да, который вот он вот спустил вниз в определенный мир. И что интересно, этих серверов может быть несколько одновременно. Несколько — это сколько приблизительно? Это очень сложно сказать, потому что там, это, как бы сказать, это пространство, оно не там 3D, 4D, 5D, это вообще уже за всякими D, Мгм. за всякими мерностями. То есть это уже прям высокий, высокий уровень. Но тем не менее вот здесь есть все-таки ощущение еще, как я говорил, есть ощущение пространства-времени, поэтому здесь еще есть ощущение некого количества этих лучиков, то есть их формально можно пересчитать. Вот, например, у меня сейчас я просто когда говорю, немножко выпадаю, как бы заземляюсь сюда. Как интересно, земной план довольно сильный. То есть много. И много энергии отдаю в процентах, да. Мгм. И одновременно с этим еще один-два. Но меньше, намного процентов, в процентах меньше. То есть на Землю я отдаю процентов 60-70 энергии,
остальные 30 перераспределяются между какими-то Еще двумя. еще двумя, да. Мгм. А причем один прям какой-то совсем теневой. Ну, то есть чисто в теории я могу прям вот теперь заходить по каждому из вот этих вот, ну, как бы лучиков и просматривать, что там за мир вообще, что это за место, кто я там и так далее, Ну, то какая у есть, меня там личность, условно, да. это место мы разграничиваем, не планета Земля, а там, опять же, таким там Плеяды, Арктуры и так далее, или это вообще Это на что угодно другое может быть. измерение, на другую реальность? Что угодно может быть. Это может быть и какие-то планеты. Это в рамках нашей Вселенной. В Все равно рамках это в нашей рамках нашей Вселенной. Вселенной, естественно, потому что, опять же таки, это все равно Вселенная наша. Это очень четко ощущается. У нашей Вселенной есть свой почерк, есть своя некая подпись. Я бы даже, может быть, назвал бы некий цвет, если бы вот прям. Какой цвет у нашей Вселенной? Возможно, это именно с того уровня, на котором я сейчас нахожусь. Но вот с того уровня, на котором я нахожусь, зелено-желто-коричневая. Мгм. Интересно. Да. Мгм. С какими-то переливами, каким-то этим самым, но вот с этого уровня я его ощущаю как бы больше именно зеленым. Вот зеленый с Мгм. примесью. Вот ты как-то писал, что ты Да, тот посмертный мир, про который мы до этого говорили, в астральные слои, да, вот эти, где ты путешественник звездный, да. что ты от этого высшего я передаешь даже советы себе. Это вот отсюда? Сейчас скажу. Да. Мгм. И то есть вот смотри, на этом слое, где ты сейчас, там уже нет никаких путешественников. Нет, никаких Твое абсолютно. высшее я, то есть оно уже все, оно не путешествует, никаких задач у него в плане там, как должности вот этой, да, технического Нет, конечно, нет. специалиста. Ну, Нет. мало ли. Нет, нет, А нет, вот нет. что там есть, помимо того, что это Получение уже опыта. м? Получение опыта. Получение опыта? Мгм. Игра. Это похоже на игрока, который играет. Иногда в несколько игр одновременно. Мгм. А вон те игры внизу, те самые сервера, развернутые на планетах, это уже, ну, игры, которые запущены, а ты игрок и играешь. Этот игрок играет, только для своего удовольствия или для Да, чего-то еще? для своего удовольствия. Я сколько раз не захожу на этот слой, он всегда ощущается. Это вот из серии, да, смысл жизни. В чем Мгм. смысл жизни? Вот отсюда это прям максимально остро ощущается. Смысл жизни — просто играть и получать удовольствие. Просто играть и получать удовольствие в разных своих проекциях. Там нету смыслов больше никаких вообще. Там нету какого-то там супер глобального вот, какого-то, знаешь, там Проблемы, проблемы замысла. каких-то, да, замыслов, да. Это просто игра и получение удовольствия от игры. Все. И вот с этого уровня эта игра, она нравится. Если тебе прекратит эта игра нравиться, ты просто прекратишь в нее играть. Вот и всё. А вот такой вопрос тоже, пока ты на этом слое еще находишься. Из этого слоя что ты можешь передать вот себе здесь, в человеческом теле? То есть Многое, чем может многое. помочь вот это высшее я, вот именно то, не в посмертных мирах, а вот эта высшая структура, с которой Да. мы обучаемся в школе соединяться Ну, очень много. Во-первых, я могу четко увидеть, вообще, зачем я сюда пришел. в человеческое тело именно, да? На эту планету. В целом, в эту архитектуру планеты Земля. То есть, я могу выделить мое конкретное воплощение в этом сервере развернуто. Но это похоже вот оттуда, это похоже на песчинку на берегу. Мгм. Вот в прямом смысле этого слова. Ну, то есть я могу этой песчинке что-то передать, могу передать, я могу ей объяснить там что-то, передать хотя бы просто импульс. На самом деле, вот самое главное, что я могу ей передать вот этот трансцендентный импульс. Этого хватит там на несколько дней разворачивания его в самых разных, как говорится, интерпретациях, в самых разных ипостасях. Но в первую очередь я взаимодействую не с этой песчинкой, да, а именно с сервером То есть со всеми на воплощениями на Земле, да, Земле. да, да. Примерно какое их количество? Вот так же, как сервера, ты сказал, 3 у тебя.
А плюс-минус на Земле какое количество воплощений? Сейчас скажу. Вот прямо в точке времени здесь и Да, сейчас сейчас. скажу. Вот именно для этой песчинки, которая сейчас здесь, да, Ну вот, играет. м, Опять же, там же время, оно уже вот, да, я только об нелинейно. этом подумала. То есть Я смотри, оттуда вижу, сколько в целом у меня воплощений на Земле, даже тех, которых еще не было. да, включая прошлое и будущее, вот я только Да, хотела это вот, уточнить. Сколько их? Окей, вот в таком контексте я могу это сказать. давай. А, Достаточно Ну, много. все-таки Я бы сказал цифра. бы так: у меня были планеты, где было больше, но на этой планете это хорошее количество, умеренное, Не, ну там небольшое, условно, не знаю, 1000, умеренное. 500. Я скажу, да, умеренное количество. То есть я вначале всегда вижу вот такими словами: умеренное количество, большое, маленькое. То есть вот умеренное. Вот это самое правильное слово, которое подходит для описания. Немного, но и немало. А, Пересчитать песок на пляже, сейчас попробуем. Сотни. Сотня? Сотни. Сотни. Но не Сотни. 1000. Немного тысяч. Я бы сказал бы, что от 500 до 1500. Мгм. Вот примерно в этом диапазоне. Дальше нужно пересчитывать песок на Просто пляже. смотри, я правильно понимаю тоже для наших зрителей? То есть получается, что все действительно предопределено условно. Если ты сейчас просто, например, живешь свою предпоследнюю жизнь, да, 1499, Достаточно близкую к концу, это правда. да, то твоя следующая реинкарнация с ну, если мы все таки берем этот таймлайн, да, Да. то она будет последней. И то есть Ну, количество. несколько следующих. У меня это вот, Я не про да, тебя конкретно, да, я имею в да. виду, что в целом, то есть для каждого человека из нас, у нас пока мы на Земле, у нас есть сразу заранее намеченное количество воплощений здесь. И то есть, условно, Да, перерожусь я в следующей жизни снова на Земле или нет, оно уже предопределено. да, да, Вот это да, это да, круто. да, да, абсолютно, абсолютно. Абсолютно точно. Кстати, не смотрел это в своем цикле. Ты его читал, этот цикл, там этого не было. Я не А это вообще смотрел. такая информация, до которой давно хотела докопаться, М, потому что, смотри, таким образом пропадает же вот эта, вообще гонка. Кто-то тут гонится, чтобы там отработать карму, да, кто-то гонится, чтобы там еще, чтобы, наоборот, что-то сделать, чтобы переродиться, да. То есть много, у людей, у некоторых есть задач для того, чтобы, обеспечить, например, свою следующую жизнь. Или, наоборот, не обеспечить, а выйти отсюда и больше не перерождаться. Ну, в зависимости от направления, да, разные истории. А если все предопределено, то получается, что бы ты здесь ни делал в этом воплощении, твое следующее воплощение уже прописано или не прописано. да, Вот и все. Смотри, а что вот, человек, вот я в теле человека могу получить, достать вот оттуда, выдернуть, да, соединяясь, постоянно соединяясь, ощущая себя этим высшим я, растирая границы, да, между своей личностью и своим высшим я. Что применимого, да, вот прямо здесь мне, как человеку в человеческом теле, может дать вот этот постоянный контакт? я тебе скажу так. Вот нахождение на этом уровне, вот на котором я сейчас, даст тебе просто настолько глубокую трансцендентность, которая сродни с просветлением. Вот в прямом смысле этого Но слова только на сродни момент, с пока я буду просветлением, там, правильно же? пока ты будешь там. Но этот луч света, этот луч любви, который пройдет тебе вот туда вниз, в более плотные слои, как бы этот луч, он там внизу уже трансформируется, он как бы разложится, да, на то, что люди обычно и хотят. То есть вот это все здоровье, финансы, отношения, прочее, прочее, на общую гармонизацию. Я тебе, знаешь, как скажу, вот и из моего личного примера. Я уже буду немножко спускаться оттуда Давай. вниз. Вот. Из моего личного примера, у меня всегда, так как я, в общем-то, живу в городе, в крупном, в Москве и много лет, у меня всегда немножечко организм был так, знаешь, на этом, как говорится, на стрёме.
И иммунка всегда была немножечко так вот как бы более зажатая, что ли, да. Она как бы всегда держала какой-то немножечко воспалительный процесс чуть-чуть. У меня в крови всегда вот эти вот лейкоциты и прочая история были чуть-чуть выше нормы. Мгм. Но мне всегда говорили, что вот для города это нормально. Для города это все хорошо. То есть как бы в городе у всех так. Много заходов вот на этот слой, он даже мне кровь выровнял. Вау! Он даже мне кровь выровнял. Я частично, естественно, работал с блоками, потому что, опять же таки, ты можешь оттуда проводить эту энергию, но у тебя еще и на уровне ментала здесь, в этом воплощении, в этой песчинке, должен быть, хорошая проводимость этой энергии. То есть одно дело как бы послать-то можно, сможешь ли ты принять в этой Мгм. жизни, это совершенно иная тема. По сути, этот вот луч, он как бы идет в дух, как бы в сервер, высшее я, назовем это, местного уровня, а оттуда уже спускается вот тебе вот сюда. Я много работал с блоками, много работал с эго, много работал с какими-то установками и параллельно заходил очень высоко, очень глубоко. В принципе, вот этот слой, я на нем был еще до своего вот этого цикла Мгм. текстов, я на нем был довольно часто, я его чувствовал. Особенно последний год-два, на самом деле, стал его чувствовать. Раньше, вот в школе 12 лет, да, раньше я был все-таки больше вот на местном высшем я с легкими прикосновениями к верхушке. Последние года 2-3 я стал ощущать вот эту верхушку, и потом уже как бы стал проходить все выше, выше, Мгм. выше уже. Вот у меня на самом деле вот такой прям явный буст захода в эту практику пошел последние года 3 где-то. А вот смотри, тоже давай, проясним для наших зрителей, Вот. особенно кто не смотрел наши предыдущие видео. Мгм. Все, о чем мы с тобой раньше говорили, да, что через высшее я, например, можно, запускать желания, да, там ты вытащил себе способность писать стихи, Да, кто-то вытаскивает себе, сверхспособности на начальных хотя бы уровнях, да. да, раскрывают, да, этот Какие-то потенциал. защиты, в том числе энергетические. У Защиты меня вот была энергетические. девушка, которая очень сильный эмпат, и она не могла просто вот она шла по улице, но она улавливала настроение всех. Мгм. Она через высшее я настроила, немножко сгармонизировала себе Чтобы эту управлять, да, этим эту процессом. эмпатию. Да-да-да. Ну, вот тоже, да, там примитивнейшие, там тоже деньги, да, отношения, Деньги, работа отношения, работа, с да, да. блоками, с, травмами, вот, ну, уже Да, там ближе к да. психотерапии. Это Но все с какого слоя вот делается? это с местного высшего я. Мгм. То, где я сейчас был, вот здесь вот даже вот в прямом эфире, я, кстати, был до конца не уверен, получится ли у нас. Ну, мне А, кажется, да, получилось. да, да. Это очень высокий уровень. На него не нужно, я скажу больше, вот на этот слой, на него даже особо-то и идти не нужно. Что хватает местного Его нашего хватает высшего вполне я. местного. Люди доходят до вот этого слоя, но все равно, с течением времени. Вот когда мы определяем условный возраст духа, это как раз вот примерно вот этот слой, на котором я сейчас был, да. Мгм. Вот, но опять же к этому нужно идти. Это уже такая прям глубокая фундаментальная практика. То есть, а вот для базовых, Для да, базовой обычно, здоровье, финансы, отношения, работа, там, кого любить, кого не любить, с кем спать, с кем не спать, ну, какие-то условно, выборы, какие-то да, выборы. жизненные. Это все вот с вот этого вот, как говорится, более местного высшего я вполне хватит. Ну, это вот как раз первая ступень в твоей Условно, школе. да, да, это первая ступень, да, И ее за хватит. какое количество времени, люди выходят, обычно на вот этот базовый слой На высшего базовый "я", слой высшего я, который чтобы помогает все в жизни нашей грубо человеческой? говоря, на базовый слой своей собственной трансцендентности. На самом деле, вот Мгм. когда мы говорим вот этот там высшее я, там вот это вот все, оно, может быть, немножко людей запутывает. Ну, то есть на базовый слой А в своей трансцендентности не своей соб запутывая, да? мне как-то это звучит даже вот здесь, моей личности это звучит Да? понятнее. Да. Ну, то есть на базовый слой своей собственной трансцендентности, вечности, бесконечности и прочее, и прочее, прочее. Вот на этом базовом слое за сколько выходит? Ну, за 6 месяцев. Большинство, у нас опять по статистике, я Ну, ее кто-то иногда даже собираю, кто-то раньше. раньше, да, кто-то и раньше. Как бы если ты занимался, различными практиками разотождествления, медитациями и прочее, прочее, ты вот этот в себе ясный свет, ты начнешь в себе его чувствовать раньше. Психотерапии, кстати, тоже. Психотерапия обязательно, да, То в конечно. терапии То в вообще быстрее терапии гораздо на высшее "я" заходят. Это быстрее. прям даже по нашей группе было видно. Да, да-да-да, да, конечно, да. Но в среднем за 6 месяцев. Если только у человека не прям какие-то вот жесткие блоки отождествления с личностью, ну, то есть не пускает его просто личность в медитативной практике.
Вот, и тогда уже, как говорится, психотерапевт в помощь. У нас целая команда есть, кому можно обратиться. Там уже их, по-моему, раньше был вот один человек, да, а теперь там их уже, по-моему, человек 10. Ну, то есть Ну там, да, там все расширяется школа твоя, школа растет и растет, да. штат, да. 1500 человек сейчас в школе. 1500 Полторы человек. тысячи человек. Это именно вот если мы берем группу текущую, группа, которая вот набирается на июль, льготная группа, вот у нас на июль набирается новая, клуб выпускников, который постоянно работает, он абсолютно бесплатный. Я всегда всем говорю, это стимул для ребят дойти до конца, чтобы оказаться в клубе выпускников. Он бесплатный и пожизненный. То есть ты можешь просто Там постоянно просматривают какие-то какие-то новые просмотры, там просмотры, да. да. Давай к высшему я вернемся. Давай. Объясни, пожалуйста, как это вообще работает, что мы с высшего я, неважно, с базового уровня или с более высоких, вытягиваем вот именно то, что нам на данный момент нужно. То есть принятие какого-то решения, понять, какой выбор правильный, или там вот какой-то ресурс Ты же себе. была на курсе, ты Ну так я помнишь? тебя, ну нет, правда, мне, кстати, реально интересно, как Я шучу, да. это работает. То есть мне нужен какой-то ресурс, мне да элементарно, нужны мне сейчас деньги, да, Да. или мне нужно, чтобы я там куда-то поехала, и у меня там все получилось, не было никаких проблем, все было хорошо. И я могу достать это из высшего я и обеспечить себе это все в жизни. Как это работает? Вот прям можешь механику этого процесса описать? Но ведь это работает. Конечно, работает. Это работает. Я просто хочу понять принцип, то есть как это происходит. Расскажу, да. Смотри. Не знаю, там высшее я посылает мне лучик, или оно Смотри. выстраивает мою реальность. То есть вот в этом плане. Во-первых, нужно понять, что никакого «я» вообще не существует. Ну, то есть любое «я» — это иллюзия. Откровенно говоря, чем ты выше поднимаешься, тем более, как бы ты все время понимаешь, что твой предыдущий слой, он тоже был слегка иллюзией, некой игрой Неким общей. сном. Неким сном, да. Тем не менее, управление всегда идет сверху вниз. Ну, то есть любой слой твоего высшего «я» все равно имеет гораздо больше влияния на твою земную жизнь, чисто просто вот на уровне своего нахождения, как Ну, говорится, иерархия, да. по праву своей иерархии в этой глобальной игре, да. И находясь на более высоком уровне, оно может влиять на твою реальность просто по праву своей иерархии. Ну, то есть по факту, получается, вот тоже мы расскажем вот про вот это нашу мироустройство, ниточка, да, Да. что мы идем, вот эти астральные, там какие-то еще там слои, Да. слои. Да. Слой высшего я, как ты и сказал, если мы Трансцендентный, идем да. дальше, то мы в итоге-то упираемся сначала в создателя нашей Вселенной, Создатель нашей а потом в Вселенной, абсолют. не совсем. То есть в начале, когда я... давай, расскажем для ребят. Когда я... Уже не буду сейчас это делать здесь технику, это уже довольно сложно. Не, да, не надо. Вот, то есть ты поднимаешься выше, поднимаешься. То есть ты прям идешь на вот этот вот свет. Он реально свет. Вот в буддизме они его называли ясный свет. Мы специально как раз вот недавно записывали подкаст по тибетской книге мертвых. Мы прям реально взяли всю книгу, потому что меня часто там обвиняют, что там вот, там ты там как бы ты практик, но тебе нужно немножко, чтобы была какая-то теория. Расскажи про вот это, расскажи про вот это, да, и мы могли бы и просмотреть просто вот с нуля, да, но я решил в этот раз все-таки взять книгу, как говорится, не полениться и взять книгу. Мы прочитали всю тибетскую книгу мертвых. Вот вся тибетская книга мертвых, она о том, как, по сути, в посмертии удержать этот ясный свет и вот туда вот выше продвинуться, не воплощаясь больше здесь, на этой земле. Это как бы отдельная тема. Из-за чего это было, кому это было нужно, это была чисто утилитарная практика, как мы выяснили, соответствующая определенному времени там, на планете и прочее. Ты поднимаешься реально вверх. И чем ты выше, тем сильнее этот ясный свет. Он прям свет, он прям вот свет. Ясный, вот прям идеальная интерпретация. Выше, на каком-то этапе ты выходишь на Творца всего. Да, на Творца всего нашей Вселенной имеется в виду. Но дальше ты тоже можешь подниматься, и там огромное количество слоев, бесконечное количество слоев. Все выше и выше и выше и выше и выше и выше. В итоге ты доходишь до абсолюта, да. За абсолют я не выходил, но мы с тобой это дело это обсудили. Это отдельно, да. отдельная как бы тема, да. Ну, то есть я к тому, что получается, к вопросу, как наше высшее я может влиять на нашу жизнь, ну, собственно, так же, как и Бог, грубо говоря. То есть если мы принимаем абсолют, как за нашего Бога, например, да. Абсолют, кстати, не наш Бог. Ну, наш Наш Бог, да, Бог — это создатель создатель Вселенной. Вселенной, да. Но это для кого что? Это уже вопрос Оно вот веры. на уровне практики прямо ощущается. Это вот именно не вопрос веры здесь, это именно вопрос Нет, практики. это вопрос, я имею в виду,
кто чему молится, не обязательно молиться нашему Богу, Ну да, я нашему понимаю. создателю Вселенной. Можно молиться Абсолюту условно, то есть я про это. А можно молиться тому, кто за Абсолютом. Ну, короче, это реально вопрос уже то, с чем я хочу сонастраиваться. Окей. Так вот, я про то, что также оно и влияет, да, таким же образом, что, ну, если мы как бы понимаем, что Бог Мгм. может повлиять на нашу жизнь, то по такому же принципу может повлиять и высшее я. Правильно я понимаю? Да, конечно, да. Управление всегда идет сверху вниз, да. То есть и вот это управление, вот еще раз, оно как просто вот силой намерения или как это работает? Ты имеешь в виду, как запустить какое-то событие через высшее я, да, или еще Ну что-то? да, как происходит вот вообще? Я понимаю технику, да, что я выхожу на высшее я, ну там тоже Смотрим. разные Ну, есть. я использую самую простую технику. Вот именно если мы говорим о запуске событий, вот то, что интересно ребятам, ты выходишь на высшее я, смотришь оттуда, оно тебе именно находясь в высшем я, ты прям становишься высшим я. И находясь на этом уровне, ты просто смотришь, оно тебе гармонично или нет. Вот то, что ты хочешь как личность земная, оно тебе гармонично или не гармонично. А дальше, если гармонично, ты просто понимаешь, можешь ли ты, ну, немножко ускорить Мгм. эту реализацию. Практически всегда ты осознаешь, что да, можешь, и дальше просто как бы своей волей, да будет так, и все. М. Я именно так и запускал, например, запуск. Я, кстати, сейчас дал технику прям Ну да. готовую, да. Ну только научитесь на высшее я Да, выходить по научитесь факту, да. выходить на высшее я. Я вот также сделал запуск стихов. Ну, то Ну есть я да, да. просто вышел, я оттуда понял, что, я прям оттуда увидел, игра, интересно, давайте поиграем в Хочу стихи. писать Хочу стихи, писать да. стихи. Это прям воодушевление было настолько высшего я, что типа, класс, новый виток игры. И дальше, ну, я просто понял, что окей, супер. Раз так, значит, я буду уметь писать И то стихи. есть ты Все, даже действий никаких не никаких. совершал, потому Это что часто просто говорят, что, ну, нет. там какое-то желание загадываешь, иди действие Ну да, совершай. А когда запусти ты шарик. да-да, ну, типа того, да. А когда ты вытаскиваешь что-то из высшего я, иногда, вот я не скажу, что всегда, иногда действительно нужно делать действия, но иногда просто события Я простраиваются никогда так. не делал действия. Ты никогда не делаешь Никогда, действия. никогда. Ну, видимо, я от ума делаю действия Просто, просто. да, тебе, возможно, как бы это Мне так немножко спокойнее психологически просто. спокойнее. То есть там я понимаю просто, что да, это гармонично, а раз оно гармонично, То пускай будет просто, то да? просто пускай будет все. После этого ты возвращаешься обратно. Вот это было, это самая магическая вообще история в жизни, которая происходила со мной как с личностью. Я после этого через неделю стал писать стихи. Я Да, до причем я их читала, и это реально что-то невероятное. Я я сначала не верила, ну, не то, что не верила, ну, не обращала внимания на то, что ты рассказал, ну, как бы Мгм. стихи, стихи. А когда их прочитала, я такая: «Что? Ну да, Ну, вообще это как бы как?» не совсем обычные Они стихи. Они, необычные, во-первых, они да. очень образные, Они они на очень уровне действительно заряженные, да. Пушкина и вот каких-то таких, Мгм. ну, я тоже не то чтобы, разбираюсь в Большой специалист в да, стихах, большой да. специалист в стихах, но это действительно что-то вот с Ну, таким это да, да, уклоном. А он это правда. признан гением, насколько мне известно. Ну, это правда интересно. В целом, кому интересна эта тема, кто хочет запускать желания, кто хочет отвечать на вопросы, по, значит, здоровью, финансам, предназначению, вот этому вот всему, Получать истинные и ответы, получать вот что истинные важно. ответы рабочие. Причем я всегда говорю: ребята, ведите дневник. То есть на первом этапе ведите дневник, чтобы уму было понятно. То есть если у тебя 8 из 10 уже совпадает, ты переходишь дальше. Ты переходишь как бы на следующий этап этой практики, да. Есть льготная группа, сейчас у нас идет набор на, во-первых, в льготную группу, плюс есть возможность так называемого вот этого курса с индивидуальным ведением. Я скажу так, на самом Где деле, Данила сдаёт себя в рабство пока что где дает, просто. то есть у меня и сам онлайн-курс, он же частично в записи, но основная часть в онлайне, то есть все равно у Ну, нас ты много на основная вопросы часть в отвечаешь. Ну, онлайне, я просто плюс на Випе отвечаю ты на вообще на вопросы, всё но отвечаешь. на Випе мы встречаемся с ребятами. Ну То есть мы да, просто да. делаем с ними встречи, я их тяну на высшее я. Кому интересна эта тема, я всех буду ждать и в льготной группе, и в курсе с индивидуальным ведением, так называемом VIP-курсе. Я, кстати, не люблю это название, да, для меня это курс с индивидуальным ведением. Ссылочки будут внизу в описании к этому видео, в том числе там же будут ссылочки на дополнительные возможности войти в школу сразу с пакетами вот этих вот 4 дополнительных практик, личности духа, определение возраста духа и так далее. Мы сегодня об этом еще с тобой будем говорить. Так вот и смотри, а вот если немножко вернуться к нашим посмертным мирам, то, э, со своими родственными душами ты о чем то еще и советуешься, да, Мгм. и готовишься к воплощению. Расскажи Мгм. вот про Конечно. это поподробнее. Что значит вообще готовишься к воплощению? Какие там подготовительные
процедуры. Ну вот смотри, вот, к примеру, ты собралась идти на эту землю прорабатывать отношения с кем-то, Ну, да, там, например. ну, к примеру, для Мгм. начала тебе нужно как минимум с этим человеком обсудить, так сказать, дальнейший план С этой душой, да. с этой душой, плюс со всеми, кто там будет участвовать. Например, если там будет какой-то там, тьфу-тьфу-тьфу, да, кармический треугольник, ну тогда нужно с третьей душой обсудить этот план и так далее. М. И, к примеру, когда вот я шел на воплощение, на это, да, я много обсуждал, много, потому что у меня вот именно эта жизнь, она была учительская. У меня в целом, они как бы идут через микс. Учительская жизнь, там, обычная жизнь, учительская, обычная. Следующая жизнь, кстати, будет более простая. Да? Я ее видел уже, да. То есть, ну, как мы сегодня уже говорили про следующую жизнь, их тоже можно увидеть. Кстати, эта техника тоже входит в модуль личности духа. Следующие жизни. Следующая жизнь. Не только определение себя как личность там вот в моменте здесь Мгм. и сейчас, и прошлой жизни, но еще и следующая жизнь тоже. Я скажу так, да, что я прям сильно готовился. То есть я прям обсуждал с кучей там своих собственных кураторов, своих собственных каких-то наставников. Настя готовилась А тоже. вот что именно вы обсуждали? Я прям план выстраивал. Прям архитектуру мы прям строили архитектуру событий, как будет приходить, в каких им моменты будут Вау. приходить события. Ну, то есть, условно, вот то, как мы с тобой познакомились, Это например, тоже то, что мы входило в все архитектуру, я как раз делаем, хотел сказать. Это это все, входило, то входило. есть наши души Да, там как раз таки и договаривались да, об этом. да, да, да. Опять же таки, нужно посмотреть поглубже, договаривались ли мы с тобой. Мгм. Ну, давай просто Ну, а что как просто еще, если слова мы вот такие. так вот взаимодействуем? Хм. Мы договаривались, но через кого-то. То есть не напрямую даже? Напрямую тоже, но больше через кого-то. У меня такое ощущение, что ты опять же таки, мы это потом, возможно, с тобой проверим уже Мгм. за кадром. У меня такое ощущение, что у тебя, есть, ну, тоже как бы куратор. Вот мы больше с ним, Мгм. больше через него. То есть через некую структуру, к которой ты относишься. Вот через нее с тобой. Но с тобой мы тоже пересекались. Вот это навскидку. Сейчас Мгм. это не очень Да, глубоко, да. то есть там нужно опять же разворачивать, копать, Интересно. А смотреть. вот Вот. такие моменты, например, когда у нас в жизни происходят, ну, какие-то не очень хорошие события, да, Мгм, какие-то предательства, болезненные мгм. ситуации, да, там какие-нибудь, ну, у кого-то травматичное детство, да, с самого детства, Да, там, не знаю, отец то бросил, же самое. бил, убил. Договоренности с отцом и с матерью и прочее, прочее. Причем, то есть там, смотри, там не всегда идет договоренность из серии, что вот там обязательно, там он должен тебя бить, там убить, и там, опять же таки, Изменить, упаси Боже, там, не изменить, знаю, да. предать. Ну, то есть он просто будет себя определенным образом вести, скорее всего, потому что он как бы, он тоже идет в эту жизнь прорабатывать что-то свое, но он просто знает, что, скорее всего, там, ну, вот в этих каких-то рэперных позициях он не сможет вытянуть какие-то там свои вещи. Да, то есть там, на самом деле, когда простраивается жизнь, процентов 40 она предопределена, процентов Мгм. 40-50. А дальше, особенно в основных позициях, в основных, вот именно по основным позициям и идет договоренности, и Основные идут позиции это договоренности. какие? Ну, вот так называемые кармические, такие прям рэперные истории, которые ты практически никак не можешь миновать. Они, кстати, на руке видны, то есть по Мгм. хиромантии, да, они же видны. Я занимался некоторое время хиромантией, оно прям четко определяется. Ну, то есть Оно, это какое условно? С кем брак будет, да, там замужество? скажем так, самые М, важные позиции, которые важны для этой жизни. Это у всех не обязательно, у разные. всех разные. Мгм. Это не обязательно брак. Некоторые вообще вот, то есть вот мы там, к примеру, мы заходим с ребятами в клубе на их предназначение. Для некоторых брак вообще не является ни предназначением, и вообще оно даже не стоит в первой десятке важных тем, То есть, хотя у них возможно, там. в этой жизни вообще не будет этого Возможно, человека. этого, да, человека не будет, а возможно, те люди, с которыми ты живешь, они как бы, ну, вообще не играют особой роли для тебя. То есть, как бы, ну, есть и есть, просто как М. некий антураж. То есть Не может быть всегда такое, такое. что, брак есть, да, Да, но он супружество. не представляет никакой важности для твоего предназначения. Может быть Интересно, такое, да. интересно. Не часто, но бывает. Все-таки брак обычно это зона проработки. Вот, кстати, да, мы как-то с тобой говорили про то, что
есть души, которые выбирают проходить путь в одиночку, так скажем, а есть те, кто выбирают проходить в В паре, вот паре, как да. вы с Да, Настей, да. да. Это тоже можно посмотреть через эту практику. То есть если, допустим, у меня душа, родственная, с Мгм. которой мы выбрали, там, допустим, на это воплощение или уже много воплощений назад, идти вместе Да, дух с можно, духом как конечно. пара. Можно. Более того, можно определить, к примеру, человека рядом с тобой, он в каком круге, да, в первом, во Мгм. втором или в Ну да, третьем. как мы Там определяем. возраст духа посмотреть, посмотреть ваши какие-то пересечения по прошлым жизням, по этой жизни, по следующим жизням и так далее. Вот. А можно ли увидеть там вот потенциальность, вот опять же таки, вот этих негативных каких-то веток? Например, Да, вот там конечно. Вася, и он мне изменит. Или вот там Петя, и Да, да, он да, там что-нибудь да, да, сделает с да, моим да. ребенком, Ну, не слушай, знаю. для этого на самом деле высшее особо не нужно. Здесь хватит просто легкой интуиции, но в целом да. Нет, ну тоже к легкой интуиции. Так у нас проблем бы вообще не было ни у кого в Это все жизни. можно и нужно это. И вот это очень легко. Вот то, что ты сейчас говоришь, то есть там в плане негативных, веток с этим человеком, это прям, ну, это детский сад, на И самом деле, можно для высшего я. проработать, да, Да, это можно тут же? проработать, да. Что еще вот есть интересного про вот эти родственные круги, родственных душ? Вопрос интересный. Я тут, на самом деле, да, всегда выступаю как такой немножко ученый-исследователь, поэтому, в прикладном смысле, именно не в фундаментальном, как бы, то есть для меня это всегда вот эта идея об устройстве Вселенной. Это просто интересно изучать и исследовать. Но в прикладном смысле, ну, опять же таки, ты можешь просто понять, с кем ты живешь. Ты можешь понять, к примеру, там вот твои друзья, твои родственники, кто они. Кстати, что интересно, отец-мать вот здесь, в этой жизни, практически никогда не относятся к первому кругу. Это вот Ух из ты, наших да, здорово. наблюдений. Практически никогда не относятся. Они обычно относятся ко второму, а то и к третьему кругу. Из-за этого многие, например, для них там друзья ближе именно по духу, Сто просто процентов. ближе, чем мама, папа, да. И это правда. Они реально ближе, потому что они просто даже воплощались 1 500 000 раз там больше, чем с отцом Да-да-да, и с возраст матерью. духа вот как раз Ну может и быть у возраст родителей и духа 10 то же лет самое. иногда. Вот, кстати, это тоже бывает. Возраст родителей и ребенка может быть и 10 лет спокойно. Вот. И могут быть прям, грубо говоря, там в третьем круге где-то вдалеке болтаться. Это вот первое. Ну, второе, то, что мы с тобой уже обсуждали, это то, что не получится, скорее всего, как-то соприкоснуться с человеком и долго с ним удержаться, если он совсем не в матрице. Мгм. Ну, то есть все равно должны быть какие-то завязки, иначе оно просто расходится, как корабли в море в разные стороны. Но, опять же, такие, оно же со временем, то есть в матрицу все время приходит новый душ, то есть она все время обновляется. Поэтому может быть вот такое, что как бы немножечко вы начинаете пересекаться с кем-то, но он со временем уходит, но в следующей жизни он еще раз придет, но Мгм. уже на подольше, там на подольше. И так вот он из внешней орбиты потихонечку переходит уже в третий круг. А так, может быть, из жизни через пару тысяч доползет и до второго. А вот о чем все таки ты советовался ты С говорил, кураторами. с Ну, с кураторами, кураторами, да. да, то есть Как прожить эту жизнь? как прожить? Да, как То прожить, есть какие уроки какие проработать? уроки проработать, как прожить, на что обратить внимание, на что не обращать внимания, на что наоборот игнорировать, и вообще как будто бы этого нету. Там много было работы. То есть там реально там прям была подготовительная работа. Мы прям вот просматривали, причем я абсолютно четко помню, мы выбирали некоторые ветки, мы как бы их меняли. То есть мне, например, определенный сценарий не нравился, мы его Слушай, а как переигрывали. это выглядит? Вот ты прям так говоришь, это А, вот, не знаю, ты на экране на каком-то смотришь или это все вообще Про ментально как-то экраны иногда происходит? пишут в книгах, да, что типа мы прям видим экран. То есть оно знаешь, как вот в книгах пишут так, что вот нас подвел гид к экрану и показал, значит, ребята, вот ваша жизнь, идите. Или сейчас У меня такого много не было. уже рилсов я видела, что дети рассказывают, что я тебя в книжке там мама выбирала, а Ну я тебя да, там да, да, на да. Или на компьютере компьютере, видела. да-да-да. Это некие такие, я бы сказал, новые веяния у небесной канцелярии, так как ты же все равно идешь в земной план, у них тоже Да, есть да. некий прикол, это как здесь, по сути, компьютеры, там тебе могут не просто на космическом экране, там, каком-то там зеркале, как Мгм. в средние века было, да, тебе могут на компьютере это показать, Ну, на маке, условно, то есть иллюзию, да, вот этого иллюзию, создать. да. Мгм. То есть там тоже ребята немножко с приколами в этом плане. То есть, ну, это весело на самом деле.
Поэтому да, вполне, вполне. Я думаю, что со временем там ChatGPT будет рассказывать про то, про то, что их внизу ждет Потенциально, возможно, да. в потенциале. У меня было не так. У меня было не так, то есть мы прямо прорабатывали. То есть, так как, опять же таки, я дух достаточно опытный, мы прям простраивали архитектурно. То есть мы прям архитектуру простраивали. Это, то есть я не просто с ними обсуждал, что вот, а куда вы меня пошлете? Мы в том числе находились в определенной зоне, в определенном вот именно в техническом, грубо говоря, отделе, где мы простраивали именно фундамент этих энергий. То есть это прям такая энергетическая работа. Возможно, как-нибудь мы с тобой там отдельно, может быть, Сколько обсудим. по времени вот эта подготовка проходила? Вообще, как получилось? У Ты меня попал долго, долго? Вот долго. ты попал, смотри, в посмертный мир, да, ну вот опять же таки берем, что на этом слое время еще есть. Да. И ты сначала что, отдыхаешь от предыдущей жизни? Смотри, моя предыдущая жизнь закончилась в начале 20 века. Мгм. Я был в Германии этой девушкой. И вообще у меня было много именно женских жизней, я как тоже про это А у меня говорил. мужских. У тебя мужских. Вот. У меня было именно много женских. Из-за этого мне с девушками в этой жизни проще. У меня вообще всю жизнь и друзья, и знакомые это не мальчики, а девушки. Причем именно не как там любовь, а вот в прямом смысле слова как друг, потому что я, в принципе, я помню многое там и по деторождению и так далее. У Насти, кстати, тоже было много прошлых жизней мужских. Поэтому, например, в родах я ей прям рассказывал, что нужно делать. Она мне сказала, что я помог ей больше, чем Вот даже это да. люди, которые вот там были. Вот, потому что у меня было много и детей, и не детей, и всяких разных историй. Вот, а в прошлой жизни я был этой активисткой такой, типа, знаешь, это феминисткой за права женщин. В В Германии, да? Германии, да, начало 20 века, как раз это там было распространено, и художницей я была художницей. Так она закончилась, получается, в начале 20 века. Получается, новая жизнь началась в конце 20 века. Ну, то Но есть у там же меня время идет там по-другому. время идет быстрее, да. То есть тут это там 100 лет условно, Ну, не 190, в районе 80-90 а лет. там А это прошло там, сколько? понимаешь, так как я, опять же, много вылетал оттуда, я Мгм. постоянно вылетаю, постоянно отправляюсь в эти самые командировки, командировки, возвращаюсь. Там лет 30-40 где-то, 30-40. Ну, то есть почти в 3 раза Ну вот, то есть я и быстрее. говорю, ты попал туда, Да. потом ты со всеми увиделся, со своими родными душами, вон там с Ну, Настей, я то, что ты продолжил говорил. быстро заниматься своими делами. Сразу на работу, короче. Да, я быстро А занимался своими потом делами. начал уже готовиться к новому А потом начал воплощению. готовиться к воплощению. И вот готовился я к воплощению в земных исчислениях. Я просто не просматривал эту тему никогда. Ну, Я это сейчас не... вместе с тобой, по сути, делаю. Годов 70-х. Вот с 70-х земных лет я начал готовиться. Смотри, ну а что насчет того, что у нас же, по идее, прямо сейчас твое сознание, твой дух Мгм. воплощен в разных телах. Не только Данила, да, а еще, возможно, ну, несколько каких-то человек. А ты имеешь в виду в рамках Земли? В рамках Земли, В да, рамках прямо Земли. сейчас. У нас же у всех, ну, может, Не у не у всех, всех, я не не у знаю. всех, не у Не всех, у не у всех? всех, не у всех абсолютно. То есть ты имеешь в виду, грубо говоря, параллельные воплощения, да? Ну, то есть у меня Какие-то? прямо сейчас несколько тел воплощенных, Ну да, я я это понимаю. знаю. То есть Именно здесь, на этой именно планете здесь, прям прямо. прям в этот день, в этот момент я есть там в мужском теле в одной стране, там в женском теле в другой На этой стране. ветке реальности или на других? Вот это хороший вопрос, не знаю. Но это прям не Алина, это прям Я понимаю, другие. да, Это вот я конечно, да. видела там себя Тайкой какой-то, ну, то ли Мгм, Тайкой, то ли какой-то мгм, такой. мгм, Причем девочка, она чуть-чуть младше меня, то есть ей там лет 18 где-то. мгм. Вот, то есть, ну, вот, в общем, есть вот эти тела. Смотри, параллельные воплощения могут быть, но если их много, это скорее стиль духа. У каждого духа есть свой стиль, как играть. Вот. Мгм. У меня, например, практически никогда не было параллельных воплощений большого количества. Вот на сегодняшний день я чувствую несколько отдаленных на параллельных ветках, вообще практически не связанных здесь, но в них не очень прям много энергии. Вот Мгм. сейчас вот в этом, вот здесь прям много. Там тоже есть энергия, там есть одна, кстати, женская жизнь в параллельной ветке, да, есть. Ну, вот тоже этого времени, момента здесь и сейчас. В параллельной ветке. Ну, в В параллельной параллельной ветке. ветке там немножко время убежало вперед. Мгм. Чуть-чуть. То есть там все равно, то есть Мгм. ветки, опять же таки, они же распределены по, ну, выше, ниже, и Мгм. те ветки, которые выше, они немножко убегают вперед по времени. Те, которые ниже, они обычно отстают назад. Это Мгм. свойство вообще, свойство материи времени. То есть чем плотность
как бы более разреженная, вот так, более разреженная, тем время бежит быстрее в ней. Это отдельная тема вообще, то есть это прям целый выпуск исследования времени. Ну вот смотри, у меня к чему вообще этот вопрос был, что ты Мгм. говоришь, ты готовился к Да, воплощению, и готовился. вот я тут подумала, а мы же воплощаемся в разных телах. Да. И иногда, то есть вот как у меня с той девочкой, да, там мне здесь Мгм. там один возраст, ей там другой возраст. То есть она родилась позже, чем я вот в этом теле. Мгм. И, соответственно, как мой дух, находясь там, в посмертных мирах, продумывал вот эти вот мои Я понял воплощения в тебя, этом да. теле. Ну, это, по сути, вот именно из-за этого это стиль игры особый. Мгм. Он бывает у душ, причем он бывает как бы в некоторых таких, знаешь, вот в некоторых моментах. Ну, то есть это не всегда так, а вот именно в некоторых, когда хочется набрать максимально быстро самого разного опыта, то тогда, по сути, ну да, он просто как бы раздваивает свое внимание на несколько личностей, и ты планируешь, что ты, по сути, играешь, ты решаешь, что ты будешь играть там в 3, 4, 5 игр одновременно. Здесь с уровня вот именно местного высшего я. Не Мгм. высокого, а вот именно местного высшего я. Ты решаешь, типа, окей, я сыграю в несколько игр одновременно. Опять же, это бывает не у всех. Не у Мгм. всех, это прям железно. То есть у тебя, если у тебя их прям много, этих параллельных воплощений, Я не знаю, сколько именно. ну, хотя, ну, грубо говоря, больше одного. Ну, больше одного, да. Больше одного. Это уже, ну, не у всех такое, не у всех. Поэтому тут как бы, да, а после того, как вы все умираете, все личности, они все потихонечку соединяются там, Мгм. по смерти. Причем, если ты умрешь условно раньше, чем те твои субличности, ты их будешь чувствовать, что они еще пока М, живут. а вот это, кстати, интересно. Я попаду в посмертный мир и буду чувствовать их, или мое сознание просто переместится в одну из них? Ты имеешь в виду, ты умрешь здесь, в Алине, ну, Да, условно. да-да-да. Нет, ты вот туда отправишься. Ты Посмертный не мир. перемещаешься в их. Это абсолютно, абсолютно на 100% так. Интересно. У меня просто был один опыт, когда меня перенесло в другое тело, У и тебя я вот есть не между ними знаю. связь, потому что все равно, если много параллельных воплощений, у тебя как бы между ними настраивается такая вот энергетическая связь, ты даже можешь чувствовать, например, если прям сильная связь, ты можешь чувствовать, например, сильную грусть там, или сильную печаль, или сильную радость своего вот как бы своей субличности, которая где-то там вот живет, и Мгм. что-то сейчас проходит. Вот, в том числе ты можешь эмпатийно перемещаться между ними, но когда ты умираешь здесь, Мгм. все-таки чаще всего ты отправляешься вот туда. Ну, вот Вот. интересно, да, Но я просто. долго-долго не исследовал эту тему, поэтому вот по этой теме я тебе тут прям много на самом Мгм. деле не расскажу. Просто меня не эмпатийно перемещалась, меня прям выбило туда. В Г силу чего? Что послужило Ну, в силу триггером? отключения сознания здесь. То Здесь. есть меня отсюда вышвырнуло, и Так, я опыт очнулась в такой. другом теле, вспоминая эту свою жизнь, как будто это просто был сон. То есть я еще на кровати лежала, Мгм. я прям такая: "Приснится же такое". То есть это я про А свою как ты жизнь. вернулся обратно? То есть это как случайно произошло, так случайно и закончилось. То есть я очнулась там, в другом теле, вспоминала, лежала вот эту вот Мгм. свою жизнь, которая мне Мгм. якобы приснилась, прям какие там были персонажи, Мгм. что я там делала, офигевала от того, как такой вообще сон мог удивительный присниться. И постепенно я моргала, лежала на кровати и очнулась обратно здесь. То есть это абсолютно бесконтрольно Я понял, произошло. да. Опять же, чисто в теории. Мы сейчас с тобой уже идем по теории, потому что это прям не моя тема, я ее не исследовал. Я как практик могу только говорить только то, что я делал. Вот то, что я делал, в этом я уверен. Здесь я могу предположить, что, по сути, ведь высшее я местного уровня, оно как бы направляет лучики, ну, Мгм. вот уже в конкретные личности в разном процентном соотношении далее. М, Когда, например, один лучик прям гаснет, чисто в теории он может Ну вот, да, я про это и перекинуть говорю. энергетический потенциал, который вот был выделен под этот Мгм. луч, вот туда вот в соседнее, во что-то, как говорится, более перспективное, без процесса ухода в посмертные миры. Интересно. Чисто в Мгм. теории такое может быть. Это сейчас просто такой вот немножко такой какой-то интуитивный инсайт, и, Мгм. в принципе, по структуре и логике всех вот этих процессов это прям очень сходится. Ну И да, даже, по-моему, интересно. кто-то в блоге у нас что-то на эту тему писал. Не, Вот я ну сейчас я, уже видишь, не вспоминаю. умерла же в Ты итоге-то. не Это тоже умерла, немножко да. другой процесс, поэтому. Ты не умерла, то есть ты вернулась назад, ты как бы, тебя вот именно что выбило, это как некий глюк такой
Это системе. прям был конкретный глюк. То есть я прям Прям вот сломала глюк. свою матрицу, ну, не Да, не тебя матрицу выбило, родственных душ, да, тебя а выбило. Ну, кстати, это да, на самом деле довольно опасная практика, потому что ты опасно. могла там остаться, и все. Слушай, я бы не отказалась, потому что на момент осознавания себя там, Да, это давно там было было. лучше. У меня, ну, я не знаю, как было там, потому что я не успела там Мгм. так сориентироваться, но, вспоминая эту свою жизнь, я подумала: "Господи, какой пиздец". Вот. Ну, типа, какой Меняем ужас. меняем формат. Я теперь у тебя беру интервью. А Ну, то есть расскажи, пожалуйста, Алина, нет, это мне уже как исследователю просто интересно. Было ли ощущение, что там, вот в том месте, вот как бы в той жизни, в которой тебя переместилось, было ли ощущение, что там заряда больше, как бы он более вот, ну, более перспективный для твоего высшего я, та жизнь, чем твоя вот эта именно на том этапе времени? ну да, точно. То То есть есть было ощущение для тех моих ну, то есть, во-первых, я там была более осознанной, вот как более осознанно, более да? осознанной, да. И для тех моих ценностей, вот для той структуры, то, что я творила тогда в этой своей Мгм. жизни, ну, это было как бы и детским лепетом Я понял. каким-то, и, ну, Ну, дуростью, и вот вообще тогда вот этим похоже. Вот всем. именно вот идея, что, по сути, перемещение происходит как бы в ту жизнь, на которую высшее я ставит больше ставку. Не на меня. Ну, в какой-то степени. Но тем не менее, да, откатилась назад. Ну Откатилась да, назад. да, То есть да, да. шанс дали. Да. Вот Не, да, как-то я так. знаю, что у меня по потоку, по моему, есть очень сильные практики. Я 100% Мгм. не самый мощный из других своих Не еще. самый мощный. Мгм. Нет, я чувствую, что нет. Мне кажется, что как раз-таки, ну, благодаря тому, что у меня воплощение есть, которые вообще какие-то, ну, просто нереальных мощностей, Мгм. были периоды в моей жизни ключевые, вот как ты мне как-то рассказывал, что тебя включали Мгм. условно в определенный Включали, да. момент, и что ты вообще в какой-то анабиоз впадал, там, депрессию, еще Мгм. что-то, Мгм. и тебя просто как обухом по Да. голове. Вот у меня тоже были такие ситуации, и это, кстати, была одна из них. Когда это был мой такой первый в жизни опыт, это не то, что трансцендентный, это, ну, это вообще за Это гранью скорее всего. мистический уже в прямом Ну, это смысле слова, более да. чем Более чем мистический, мистический да. опыт. А сколько И тебе то было лет? есть, тогда сколько Да, мне было? Наверное, где-то 19, 19 лет. да. Мгм. И то есть, ну, это я еще вкратце описала, что произошло. Там это все сопровождалось Он различными перевернул спецэффектами. твое некое Вообще полностью. впечатление? Я думаю, у меня вся жизнь поменялась после этого потом. Ну, То есть я говорю, понятно. меня прям как, ну, Значит, возможно, контролируемый глюк. 100%, конечно, но завернули его красиво, конечно, Мгм. как-нибудь для другой истории. Я хочу также спросить тебя про рождение. Вот ты Обратно меняемся ролями, да? да, Да, обратно да, да. меняемся. Хорошо. Ты говорил, что В процесс рождения для духа Мгм. там, в посмертных мирах, выглядит как медитация, что ты, грубо говоря, закрываешь глаза, Да, 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 и да, вот ты да-да-да-да-да, родился. да. Опиши вот этот процесс, то что я вот такое впервые слышала. Смотри, у тебя же все равно на воплощение приходит лучик местного высшего я. Как бы твоя основная вот, ну, духовная субстанция, она там. Мгм. И более того, как бы вот я описывал, что там вот я путешествую между жизнями. На самом деле это изрядная доля упрощения. Я продолжаю до сих пор там путешествовать. М. И так, и это у всех так. Большая часть, как бы вот сюда спускается, ну, некий процент вот этого корабля. Это похоже на, условно, вот на корабль, который вниз спустил шлюпку. Опять же, еще раз, ребят, да, чтобы вы не запутались, мы сейчас говорим про местные высшее я. Мы не заходим уже вот туда, в те вот высокие дали, куда мы ходили сегодня на старте этого видео. Мы говорим исключительно про местное высшее я. Оно спускает тоже сюда шлюпку. Оно очень похоже, я думаю, ты уже обратила внимание, да, сверху спускает ниже, ниже спускает ниже, Мгм. ниже спускает ниже, получается вот такая вот как бы гроздь винограда. Вот, и по сути мы просто как бы, ну, мы как некая виноградинка, которая спущена, да, спущена вниз с очередного уровня, и тем не менее сам-то уровень остается там. Да, так и как это было тогда? То есть ты в посмертном мире, опиши этот процесс. Процесс рождения мне было прям очень интересно увидеть. Он действительно выглядел как медитация. Ты это То тоже есть, все просматривал да, через через высшее высшее я, я, да. правильно? Да-да-да. Через какую-то из вот этих техник, Через второй личности духа, ступени? через вторую ступень, да. Через, модуль Через личности духа. личность духа, да, через вторую Мгм. ступень. Вот. Я, сел и ушел просто в медитацию.
Ну, там вот в Там, посмертных мирах. условно сел, условно ушел в медитацию. Это все равно некая интерпретация умом Мгм. этих процессов, но да, это выглядит именно так. Хорошо. А Мгм. как ты тогда продолжаешь путешествовать? Ты говоришь, что ты там продолжаешь путешествовать, если ты там, по идее, сидишь в медитации. Я скажу так, дух же многомерен, как бы некая М. моя часть сидит в медитации, а другая часть путешествует. Духовная логика, она очень нелогичная. Ну да, да. И когда ты заходишь вот туда, то есть вот оттуда это кажется, знаешь, оно вот как бы, ну, как Само само собой собой разумеется. Ну, разумеющееся, как да. бы, ну как? Ну вот одна часть тебя тут, другая Да. часть Это условно, путешествует. да, вот, почему ты И при говорил? этом самое главное, сейчас, да, прости, пожалуйста, вопрос может быть, что из серии, получается, вы разделены, одна часть путешествует, а другая как бы сидит в медитации. Нет, вы не разделены. Но при этом одна часть делает это, а другая часть делает Но это. это вот мне приходит пример, что ты едешь за рулем, например, слушаешь музыку одновременно, Да. смотришь все таки ну, в окно, потому что, да, ты Ну да, едешь. То есть ты да, управляешь да. транспортным средством, одновременно ты слышишь музыку, которая играет, одновременно ты смотришь в окно, и даже ты можешь еще и по телефону одновременно там Да, да, разговаривать или там очень похоже, да. переписываться. И вот здесь то же самое, только здесь вот эта та часть, которая ушла в медитацию, она как бы как игрок играет, Да, правильно? То есть а она так и другая да, остается играть всегда. да, да. Ну, не всегда, вот именно Я имею в эта виду, часть. пока ты здесь. Пока здесь, да. Мгм. А Потом другая она путешествует. потом она проснется. Это всегда так, процесс рождения выглядит? То есть все души заходят в медитацию? Ну, я просто описал Ну медитации, ну, да. в некое состояние игры. Да, 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 у всех абсолютно. А вот то, где ты сидишь? Вот у вас там в этом пространстве в посмертных мирах вы все сидите в одном месте или каждый в своем доме? Или как это выглядит? Это часть, которая играет. Ну да, условно, может быть, там есть какой-то, знаешь, цех, Я куда понимаю, души да. Нет, собираются нет, и идут нет, на нет, нет, воплощение. нет, нет, там нету цеха. Опять же, это сложно описать. Я, наверное, даже сейчас не смогу. Ну, каждый в своем А, каком-то, да, месте. в неком состоянии. Я не вижу, что вот это как-то оформлено в какой-то там вот цех или там в Мгм. какой-то рекреационный мир. Нет, оно не похоже на это. Это действительно, ну вот в неком, ну в каком-то своем собственном даже мире. Я бы даже, наверное, назвал бы это миром своей души. Я даже не знаю, как это завернуть. Ну, то есть М. это что-то вот что-то вот уже, по сути, как будто начало формирования твоей жизни. Но только Внутреннее некая какое-то проекция, да, пространство, да? некая проекция там твоей жизни здесь. Вот что-то вот в этом Мгм. духе. Это очень грубо, это нужно, опять же, отдельно просматривать, ну, вот как-то так. Да, интересно. Вот среди всей этой подготовки ты также говорил, что чем более опытный, опять же таки, дух, тем более многомерные цели он для себя выбирает. Вот Мгм. поясни этот момент, что значит многомерные, где вот эти критерии, да, Критерии многомерности. многомерности. И мне еще интересно, какие самые многомерные цели были у тебя или ты видел, может быть, у других душ? Ну вот смотри, опять же, давай здесь с тобой нарисуем кратенько схему. Души вот в детстве, так называемые По детские, возрасту души духу, по возрасту по духа, да, возрасту духа. это души, которые, вот они пришли сюда, в эту иллюзию пространства и времени, как говорится, высшее я спустила этот лучик, еще более высокая проекция высшего я спустила лучик, да, и просто некоторые, опять же таки, не понимают, что такое возраст духа. Это и да, на высоких уровнях там уже нету времени, нету пространства, там, естественно, ни о каком возрасте духа и речи быть не может. Но И и перемещений тоже, перемещение, но да. в иллюзии пространства и времени есть прошлая жизнь, есть следующая жизнь. Все, как только появляется прошлое и следующее, появляется линейность. Как только появляется линейность, можем говорить о возрасте. Поэтому возраст — это вещь сугубо условная. Кто досмотрел до этого момента интервью, вы наконец-то это поняли. Вот. Ну, вдруг кто-то не понял сразу. И это условная история, но она именно в этом мире очень хорошо позволяет ориентироваться, как говорится, кто есть кто. Здесь и вот в том числе там и выбирать учителя. Да я скажу больше, на самом деле, вот самый бытовой пример. Ты идешь на прием, там, не знаю, к стоматологу. Тебе стоматолога нужно выбрать. Ты пойдешь к стоматологу, которому там 10 лет или которому там 25 лет. Ну, по возрасту Ну, по духа, да? возрасту духа, То да. есть Ну, тоже там будет это играть, роль. огромная разница, огромная. Чем возраст выше, тем он более внимательный, более эмпатийный, более, ну, у него опыта просто больше самого разного.
А да, дух а ребенок десятилетний может он там. такой, типа, давай сейчас мы тебе выделим его этот зуб такой, ук, ой, не тот зуб выдрали, Вот откуда соседний. все эти случаи, да? Ну, я не знаю уж, насколько все, но да, Не, ну такое же случается конечно, да. действительно. Врачи, которые более опытные по возрасту духа, они, ну и в целом любые люди более опытные по возрасту духа, они более опытные во всем на самом-то деле, если уж откровенно говорить. Мгм. Вот, поэтому даже когда ты условно выбираешь там, не знаю, преподавателя по гитаре, ну, желательно, конечно, найти кого-то более такого, более И тоже близкого мы к тебе. вспоминаем, что у нас возраст по планете средний — это 16 лет. 16 лет, То да. есть хотя бы среди них Ну, выбрать, ну, хотя ну, бы хотя кому бы лет 18, 18, да. 19, да, то есть не попасть на 15-летнего. Вот если мы говорим теперь по задачам и целям, души дети, у меня прям целый цикл на эту тему, есть 10 текстов. Я не помню, ты его читал или нет, но, в общем, это еще давно я его писал, 10 текстов. Души дети, они играют, они познают самый разный опыт, иногда укатываются куда-то в такое, в что-то очень райское, такие я их называю дети цветов, вот эти все вот истории, какие-то там, знаешь, там прям целые миры бывают, где дети цветов, они прям живут в идеальном А, ты обществе, им имеешь в прям виду, что они не на хорошо. Земле живут Даже вообще? нет, а если на Земле, они здесь, ну, тоже в таком, знаешь, в таком вот на сегодняшний день, если в средние века здесь просто такой опции не было, на сегодняшний день ты можешь вот там где-нибудь на Бали в Убуде играть в ребенка цветов. Как Ребенок вариант. Ну, местных, как да? вариант. Ну, как вариант, да. То Кстати, есть, интересно. Тут же, вот, кстати, мне интересно спросить, ну, я же, как сказать, согласишься со мной, мгм. что балийцы, индонезы, что по возрасту духа в основном это очень маленькие души, Я по тебе большей скажу части. честно, я не анализировал Не болийцев, не анализировал? анализировал Я болийцев. смотрела просто. Надо посмотреть. Вот. Но какой ты техникой смотрела? А? Какой Ну, ты техникой через высшее смотрела? я Через смотрела, высшее я. да, да. Вот, но мы все равно, ты приходи на этот модуль, мы с тобой 100%. откалибруем и 100%. будем смотреть лучше. У меня есть один друг индонезиец, Не, прям они, конечно, друг. есть единичные случаи. Вот то, Вот, что я рассказывала про этого, да, которого вот недавно встретила, конечно, он прям есть. взрослый. Есть мудрые, но я имею в виду вот общее по больнице, как Надо говорится, что там даже посмотреть. не 16 как будто Мы бы. на самом деле, мы хотим с клубом, знаешь, что сделать? Мы хотим прям вот брать отдельные страны и прям вот смотреть по этим странам. Ну, то есть Мгм. средний возраст по стране. Это сделать на самом деле довольно просто. Ты делаешь выборку, ну, там, условно, 50 просто рандомных человек с улицы. Ты даже можешь Мгм. просто сфотографировать толпу или несколько И фотографий толпу там где-нибудь, да, просмотреть, и да. толпу Мгм. просмотреть, вот, и вывести нечто среднее. Я скажу честно, мне пока лень, но в целом ради эзотерической науки я думаю, мы это рано или поздно сделаем. У детей они обычно вот такие вот, то есть поиграться, поразвлекаться, либо дети цветов, либо дети улиц, как я их называю. То есть это М. прям совсем полный, как говорится, трэш. Мгм. Потом начинается подростковый период, вот там, ну, там тоже продолжается либо трэш, либо продолжается еще что-то. В подростковом периоде там много задач, связанных с бунтами, с какими-то такими вот какими-то поисками себя. У меня как раз вот в подростковом периоде это было, мягко говоря, не на Земле, это вообще было на далеких планетах. У меня там было все, что только можно. Всякие какие-то контрабандисты, ну, там Темки, еще темки. темки. Мы там еще и с Настей как раз активно воевали в то время. Она меня пыталась поставить на путь истины. Я помню прям одну жизнь, которую я закончил тем, что я на корабле на своем просто въехал в ее корабль, и там прям взрыв, все, и конец. На корабле, на реальном смысле На корабле на корабле? космическом. Я вообще был космическим пиратом, таким, не знаю, таким контрабандистом, Ой, ну все, вообще самое время отбитым. написать, что вы курите. Что вы курите? Да-да-да. Отбитым, я тебе говорю, вот современные, то есть эти, как эти, вот там, фильмы про космических пиратов, я вообще был в некоторых жизнях вот тогда, в подростковом периоде, вообще просто совсем оторва вообще полная. Потом начинается период так называемой юности духа. Там обычно осмысление всего, что ты там наворотил в предыдущий период. Вот смотри, хочу уточнить, правильно я понимаю, Мгм. что если в этой жизни мы смотрим на человека, ему там, я не знаю, 30 лет, и он все бунтует, все там с кем-то борется, вот тоже Мгм. там какие-то там темки, контрабанды, то есть, ну, неважно, Это у каждого подросток. своя. Душа Это подросток душа практически подросток. всегда. Практически всегда. Ну, максимум это может быть, знаешь, так лет, ну, не знаю, 21. Такой немножко застрявший в подростковом Мгм, периоде молодой человек мгм. с далекими оттенками. Но в целом, да, да, это ну, 16-17 как раз лет. Но вот видишь, в чем суть. Когда начинается идея подростков,
они все время ищут самоопределение. Они же не просто так устраивают бунт, они себя ищут. Мгм. И вот раньше эта планета была планета детей. То есть там реально средний возраст был там 13-14 лет. Ты еще не совсем подросток. Вот в последние века она прям очень сильно скаканула вперед. 16-17 как раз вот и начинается вот этот вот постоянный поиск самоопределения. Вот обрати внимание, да, то есть вот там, что у нас, особенно западное общество, оно же постоянно ищет себя, оно пытается, оно даже не может понять, сколько у них полов, если уж на то пошло, да. Они в целом не могут как бы, ну, они постоянно то их вправо бросает, то их влево, то у них какие-то радикальные движения, то у них какие-то там э, толерантные движения, то у них какие-то там, не знаю, там какие-то еще движения. Ну, то есть вот эти вот постоянные качания, революционные поиски себя — это прям чисто планета подростков, вот прям вот Мгм. чисто. Они, как говорится, задают основной тренд, основной мейнстрим и так далее. Многие, кстати, богатые люди и люди из элиты, они тоже подростки. Мы просмотрели, на самом деле, кучу президентов. Я не имею права говорить это, наверное, на камеру, но куча президентов, они тоже, мягко говоря, не взрослые. Вообще, в целом, в политике людей взрослых почти нету, за исключением некоторых стран. Вот Ну и некоторых сейчас стран потихонечку будет меняться потихонечку еще. будет меняться. Но в целом вот элита и богатые люди, кстати, самые богатые, которые вот в самых трендах, они тоже в основном, как говорится, в духе Интересно, времени. Ну, то есть интересно, вот да. возраст как раз там Мгм. 16-17 лет. По целям и задачам у них они самые разные, но тоже связанные в основном с реализацией в социуме, с поиском себя и прочее, прочее. Там с какими-то отношениями. У всех свое. То есть, по сути, со взрослением в самом широком смысле этого слова. Дальше где-то начиная вот с 18-19 лет духа, да, начинается здесь, именно здесь, на этой планете, в каких-то иных мирах и в планетах, на тех же Плеядах, скорее всего, это было как-то, возможно, иначе. В нашей игре здесь это выглядит так, что начинает просыпаться как бы некая мудрость осознанности, человек начинает копаться в себе. На самом деле, вот где-то с 19 лет это прямо вот на сегодняшний день это прям пациенты психотерапевтов. 19, 20, 21, 22, Ну, двадцать в три, хорошем в смысле, мне хорошем кажется, смысле, да, да. в хорошем. С пиком, как ни странно, 23, 24. Вот 20, даже, наверное, 22, 24 Мгм. это прям пик хождения по Ну и психотерапевтам. вообще по разным По разным практикам, по практикам, да, всему. пытаясь собрать себя. Я практически все души, вот которых я видел 22, 23, 24, это души, которые себя все время ищут. Они пытаются себя собрать, 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 собрать. Они ходят по разным мастерам, они ходят по разным там школам и прочее, прочее. Они себя ищут, они себя собирают. Это именно на этой планете, на Земле, Мгм. именно в нашей архитектуре здесь. Где-то годам к 26 это заканчивается. Годам к 26 это заканчивается, И уже вырисовывается четкий путь какой-то, вырисовывается да? путь. Мгм. Вырисовывается путь. И дальше там уже, опять же таки, связано с какими-то вот там целями, задачами. Вот именно на этот путь. Как именно этот путь уже итоговый проводить более как бы вот там гармонично и прочее, прочее. Параллельно там продолжаются цели, связанные там, может быть, с отношениями, но там скорее как бы доработки последних штрихов, неких финальных штрихов. И вот какие вот самые многомерные цели из всех, которые ты, ну, не знаю, А, знаешь, видел? Проведение разного спектра энергии, естественно. Мгм. Проведение разного спектра. Вот у меня в мои 28,5 лет много было целей именно на проведение разных спектров энергии. То есть проводник, он должен быть хотя бы в этом спектре более-менее чистый. У него не должно быть прям уж каких-то колоссальных блоков. Естественно, Искажений, да, да. естественно, все мы здесь на планете, на этой, имеем определенные искажения, потому что сама планета, особенно раньше, в своей прошлой архитектуре, она была немножечко такая искаженная. Да, но все равно проводник, он должен быть более-менее, хотя бы более-менее чистый в своем спектре, который он и проводит. Конкретно на эту жизнь, я уже много раз про это говорил, у меня цель проводить энергию духа, вот именно вот этой трансцендентности во всех видах. Стихи, песни, музыка, фильмы, не знаю, семинары и прочее, прочее. Это одна из воплощений. Множество есть и других вещей. И на самом деле эту тему мы очень глубоко разбираем на курсе в школе. Во-первых, на первой ступени, когда мы прикасаемся к теме предназначения. И потом там еще раз, еще раз, еще раз. У нас несколько тем по предназначению на ступени первой, а потом мы уже переходим на вторую. Вот тут начинается самое важное, самое интересное, потому что мы начинаем просматривать личность духа, мы начинаем просматривать родственные души, вот эти самые, да, и возраст духа, объединяясь вот эти все три темы,
в одну, да, у нас вырисовывается прям совсем полная картина вообще всего. Это не простые техники, это только во второй ступени, но они очень классные. Хотя бы потому, как я говорил, да, что у нас 80% человек видят идентично. Это не просто какая-то там рандомная, там, что, наверное, мое предназначение вот такое-то, вот То есть друг у такое-то. друга, да, Мы друг у просматривают? друга, мы перекрестно просматриваем. Мы просто берем вот фотографию из чата и просматриваем перекрестно. Опять же таки, вот мы сейчас это делаем. Возможно, если человек будет сильно больше в этих модулях, да, как-то это Ну, чуть-чуть по группам там изменится. Может быть, разобьемся. по группам придется разбиваться, да, и так далее. Каких-то помощников буду брать, которые из более взрослых групп. Но, тем не менее, да, это круто, это прям большое исследование. И человек на выходе, он четко понимает, вообще, кто он, где он, откуда он пришел, куда он идет, ну вот эта вот вся вот история. Свою личность духа он начинает четко видеть, он начинает осознавать свое предназначение, для чего он сюда пришел, какие-то цели и задачи, именно многомерно. То есть там, видишь, там, к примеру, вот на днях я работал с одной девочкой как раз по ВИПу. Мы с ней просматривали ее предназначение, мы смотрели 3 часа. Просто одно Мгм. предназначение только. Там такая многомерная картина. То есть ты же пытаешься как бы вот эту трансцендентность вписать вот сюда, В вот эту в жизнь. эту жизнь. Вот, но мы вписали. Там очень красиво. Оно причем оно настолько красиво, что ребята, когда прикасаются к этому, и даже опытные, они все равно плачут. Ого. Потому что это очень это ощущение возвращения домой, вот туда, к себе. Ну, когда начинаешь реализовывать то, зачем Да, действительно ты пришел да, сюда, да. да. То есть я правильно понимаю, что тоже все вопросы про чем тебе заниматься, да, чем тебе заниматься, чтобы нести пользу другим людям, Мгм, чем тебе заниматься, чтобы твоя жизнь была яркой, изобильной и вообще приятной, да, наполненной мгм. смыслом, наполненной радостью. С кем тебе строить семью, или вообще нужно тебе строить семью, или не нужно в этом воплощении. Вот все вот эти бытовые вещи, да, какие решения принимать, то, как мы уже, Да, все можно обсуждали. просмотреть через высшее я. Причем именно местного уровня. Тебе даже не обязательно идти выше. Не то, что там в абсолют или в создателя всего. Тебе выше местного уровня не обязательно ходить. Ну, выше просто очень интересно. Да, Я уже но не ну, выше когда ты интересно. начинаешь заходить на базовый уровень, ну, там уже, ну, очень интересно Да, узнавать эту глубину, да, очень. То есть да, базовое, оно, вот как мне кажется, для решения, ну, для того, чтобы соприкоснуться и для того, чтобы решить свои вот базовые потребности. да, Что мне делать, как мне делать, почему, вот как-то. да. А вот эта вся уже действительно многомерность, а почему у нас такие кармические связи, а как мы там соприкоснулись, а для чего, а зачем, Да. а вот куда И дальше? даже их можно решить на местном уровне частично. Но Частично, если да, хочется да. как бы еще выше, тогда да. Мне вот интересно, мы столько тем сегодня, да, обсудили. Очень много. Мы не касались глубоко этой темы, может быть, как-то в другой раз, если будет интересно зрителям. Ты говорил, что ты буквально недавно, я читала твой текст на эту тему тоже, дошел до абсолюта в своем восприятии, то есть по всем вот этим многомерным структурам, да, через высшее я, дальше до создателя нашей Мгм. вселенной, еще дальше, в итоге до абсолюта. И мой вопрос в том, что вот чтобы достигать такого уровня практик, ты достиг этого восприятия с первого раза. Вот ты пошел в эту Да, медитацию, в эту да. практику и Я дошел, готовился долго, но именно вошел с ну, первого раза. готовился в смысле не Психологически. психологически, да, а Да. ты пошел и с первого раза ты дошел до тех слоев восприятия, которые известны мне из других там традиций, учений и так далее. Все совпадает один в один, но это твой личный опыт без Мой, да. каких-либо там специальных танцев Абсолютно. с бубнами. Да. И вот такого, чтобы достигать уровня практик, что влияет вообще на то, что так быстро с первого раза, Я ты понял. это достигаешь? И вот как? Смотри, ну, раскроем уж, как говорится, все карты, да. У меня есть 4 практики, как вот мы говорили, в так называемом, я его называю послекурсовое обучение, но формально это вторая ступень. То есть, да, это мы сегодня уже с тобой разобрали и матрицу духа, это личность духа, это возраст духа, и это так называемая искра и блоки. Искра и блоки — это как раз то, вот о чем мы сейчас с тобой говорить будем. Искра и блоки — это, по сути, практика определения духовности в М, человеке. Звучит немножко странно, но работает просто на ура. В чем суть? Чем больше человек работает со своими блоками, с ментальными отождествлениями, с какими-то установками и прочее, тем он сильнее раскрывает свою искру, свою светимость искры.
искры, то есть это Искра — это проявленность духа? проявленность духа в Мгм. теле. У каждого человека светимость этой искры, она разная. Причем это на самом деле самый быстро меняющийся параметр. Потому что, к М. примеру, возраст духа, Ну, он никак ты не меняется, он изменишь, по меняется идее. некоторыми, там, знаешь, прям вот больше всего у людей грусть вызывает идея, что как же так, вот я целую жизнь прожил, и даже на 1 год не поменялся возраст духа. А! Это у всех так. Я говорю: "Ребята, говорю, так радуйтесь, Да, если круто бы у же. вас бы за жизнь поменялся на 1 год, то у вас бы было 80 жизней максимум. Все, конец". То есть, да, а тут нет. Один духовный вот этот год по возрасту духа — это прям сотни жизней. Ну, там в зависимости, опять же, от ситуации, то это прям много. А вот это может быстро меняться. И если человек прорабатывает свои блоки, если он прорабатывает свои установки, свои какие-то эгрегориальные вещи, подключки, вот это вот все, у него светимость реально начинает прям светиться сильнее. Мы эту технику используем как, контроль, вообще, объективный контроль за, движением в сторону высшего я. Потому что одно дело там, как бы, знаешь, много есть ребят, которые там типа: "Я занимаюсь практиками 20 лет". Но у него ты смотришь, и как бы хоть занимался, хоть не Один занимался, сплошной вообще блок. один сплошной блок как был, так и осталось. Поэтому, важен, какой-то объективный анализ извне. Объективный в этом плане, опять же, из-за чего? Из-за того, что если 20-30 человек сядут и просмотрят, и напишут, они увидят примерно одно и то же. Кстати, вот это одна из самых легких практик. Намного легче и матрицы, и возраста, и всего остального. Здесь я, наверное, сказал бы, доходимость вот до вот в конце 2 месяца изучения этой темы, ну, где-то, может быть, процентов 95 Мгм. даже. То есть это прям, ну, это прям очень-очень, резонансная, легко достигаемая тема. И чем, естественно, светимость это самое больше, опять же, мне есть с чем работать. Любому человеку есть с чем работать. То есть, как говорится, да, кто не без греха, камень, вот это вот вся вот история. Мне есть с чем работать, да, но я с этим работаю. Я с этим работаю постоянно. Я, на самом деле, ежедневно работаю со своими блоками. И через высшее я, и даже иногда через психотерапию, потому что я вижу, что через психотерапию это просто быстрее будет сделать, чем Мгм. через высшее я. И тогда у меня, кстати, усиливается контакт с духом. И на фотографии усиливается светимость, уменьшается количество блоков и так далее. То есть это происходит объективно, это объективный процесс. В общем-то, как вот ты говоришь, да, что я прикоснулся к абсолюту с первого раза, но до этого была большая работа. То есть до этого я 25 лет работал с блоками практически ежедневно, 25 лет занимался медитациями высшего я, 12 лет преподавал в школе практически ежедневно, а особенно в первые года у меня каждый день шли лекции в онлайнах по 3, 4, по 5, по 6 часов. То есть я просто 6 часов каждый день медитировал вместе с ребятами. Вот, и я дошел, да, с первого раза. Но, то есть, да, люди должны здесь понять, что, опять же, ходить в абсолют большинству не обязательно. Это нужно, как говорится, ну, принять как факт. Это интересно, это интересный эксперимент, но если ты работаешь со своими блоками, у тебя первое, что у тебя усиливается контакт с духом, а значит, опять же таки, все плюшки вот эти хорошие от духа, здоровья, финансов, отношений и прочее, прочее, оно становится быстрее, реализация быстрее, осознавание быстрее. Вот, это первое, да. Второе, ну и в целом, чем у тебя больше ты живешь как дух, у тебя светимость вот эта вот, она прям ощущается. Это влияет на все, это влияет на твои ветки реальности, в которых ты живешь, в более гармоничных или менее гармоничных. Это влияет на Мгм. твое здоровье, это влияет, ну, в целом на твою психику, на стабильность, да, на, опять же, заходы на высшее я, более глубокие ответы на вопросы. Пусть это не будет там заход на абсолют, но это хотя бы ответы на вопросы более будут, да, адекватные, более глубокие. Для меня вот это и есть, духовный путь на самом-то деле. То есть, да, путь раскрытия своего духа. Он абсолютно бесконечный, он абсолютно безграничный. Опять же, мне есть с чем работать, у меня куча блоков, но я с ними работаю, и с каждым там годом у меня контакт становится все лучше и лучше. Эта трансцендентность, да, все больше и больше, я захожу все выше. Даже вот до абсолюта дошел, с трудом, скажу честно. Я дошел с трудом, я потом 18 часов спал после этой практики. Вот, сейчас буду в ближайшие пару лет штурмовать, так сказать, дальше этот горизонт. Буду пытаться заходить за абсолют. Если что-то этому вижу, я тебе расскажу. Кому интересно, приходите в школу. Еще раз, в июле, скорее всего, будет льготная группа. Ну, в целом идет сейчас набор, да, приходите, присоединяйтесь. Индивидуальное обучение тоже есть. И вообще мы с тобой сегодня на этом интервью как-то так вот правильно очертили всю школу целиком,
вот первую ступень, да, потом вторую ступень из Давай, да, 4 практик. подытожим немножко. Давай. Сначала мы приходим в школу, вот где я уже на первой ступени На первой обучилась. ступени, Кто да. смотрел наше с Данилой интервью, они уже знают, что я после нашего интервью пошла Полгода, обучаться. между Да, прочим, обучалась отучилась, солидно, и да. очень даже хорошие результаты, как Данила говорит. А Данила меня проверял, прям такой почти экзамен мне устраивал, мы Да. совместно просматривали многие вещи. И, то есть сначала мы обучаемся в школе в целом, М. контакту с высшим я. Мы сегодня мало затрагивали тему модулей, первой ступени, но там Ну огромное да, количество. Можешь перечислить просто хотя бы по названиям? модуль первый это работа с остановкой внутреннего диалога, в целом подготовка к контакту с высшим я. Второй модуль — это работа как раз основная и базовая с блоками, с какими-то эгрегорами, с подключками, вот это вот все, Мой чтобы любимый с этим блок всем вообще. разотождествиться. Третий — это, собственно, контакт с высшим я. Четвертый — ответ на вопросы простые. Пятый — ответ на вопросы сложные. И шестой — все, что не вошло в первые 5. И некий задел на будущее. Курс, он живой, он постоянно какие-то обрастает новыми лекциями. Сейчас я вот немножечко про эти 4 практики, вот эти вот, которые послекурсовые, я рассказываю в конце 6 модуля. Чуть-чуть, чтобы ребятам было вообще ясно, что их ждет дальше. А дальше их ждет вот это вот послекурсовое обучение. Это, получается, практика возраста духа, это практика матрицы, определения родственных душ, это практика искры и блока, вот то, о чем мы сейчас говорили, определение духовности по фотографии, Мгм. так немножко экстравагантно. И четвертое — это Личность духа, да? личность духа, да, личность, правильно, 4. Суммарно это тоже занимает где-то еще 6 месяцев, плюс-минус там Да, при этом, ну около вот того. тоже по моему опыту обучения на первой ступени, что, во-первых, очень быстро это пролетает время, очень удобно так устроено, что, ну, именно прохождение курса мне было очень удобно. То есть Мгм. не слишком много лекций, не слишком мало, Да. практики не слишком много, не слишком мало, все вот все как нужно. Вторая ступень чуть-чуть более плотная, Но потому там что и там еще интереснее там все. интереснее, да. Там, как я вот уже говорю, в 2 раза онлайн, и там только онлайн, и мы работаем с группой. Я прям чувствую группу, я эмпатийно ее веду еще, плюс еще и усиливаю ее немножечко, как могу. Плюс там и домашние задания уже, то есть там просмотр фотографий, часть в онлайне, часть дома, часть в онлайне, часть дома. Это прям плотная работа, но зато ребята, которые выходят после второй вот этой условной второй ступени, они говорят, что у них, и это видно прям, у них контакт с высшим я становится сильнее в разы, чем был после первой. Потому что ты, по сути, смотри, ты, прикасаясь к числу, к возрасту духа, прикасаясь к матрице вот этой, к родственным душам, ты что делаешь? Ты считываешь дух, ты настраиваешься на дух через высшее я. А значит, ты постоянно заходишь все глубже, 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 и еще к тому же и проверяешь себя. И то есть делаешь работу над ошибками. Вроде бы это вот отдельные темы, но по сути это тоже темы, которые работают на заглубление в высшее, на заглубление в эту трансцендентность. Если бы я преподавал где-нибудь там в Индии, как вот у меня были жизни в Индии, у меня была бы, знаешь, вот чистая школа, там ребята, мы садимся под пальму, и там, да, и мы просто разотождествляемся, и там, знаешь, из серии там, а зачем тебе это нужно? Отпускай это, мы разотождествляемся, там, а к чему мы стремимся? Отпускай это, мы Все разотождествляемся. суетишься, да? Все Вот-вот. суетишься, мы разотождествляемся. У меня была такая жизнь, я именно вот так это и вел. В европейском мышлении это скучно. Для многих людям хочется какого-то челленджа, Ну, это да. реально скучно. Ну вот, да, видишь, я же говорю. Да, у нас вообще не скучно было на Хочется потоке. челленджа, да. И, я как раз и делаю челлендж. То есть у меня курс, на самом деле, он выстроен очень по-европейски. И первая ступень, и вторая ступень. Он четко ведет к результатам проверяемым, но при этом он работает на то же самое. Он заглубляет контакт с высшим я. И очень классно, что мне нравится, я уже хочу скорее, что можно об других подумать. То есть не только, что ты сам просматриваешь. Вот на первой ступени у нас такого было мало. Ну, Не, конечно, мало. организовывались ребята сами тоже, но здесь мне понравилось то, что ты прям в группу даешь Мгм. условно, и все просматривают твой дух, ну или там Да, твоя да, группа. да. Ну, И то есть если ты сам хочешь выложить ну свою да, да, фотографию, да. да. То есть ты можешь что-то сам посмотреть, думаешь: "Блин, так я увидел, не так, но вдруг Мгм. ошибусь", да? Да, А когда еще там 100 человек, условно, желающих может тоже просмотреть и дать свою обратную связь, что да. они от тебя видят, И при этом вот ты это очень видишь, что круто. 80% совпадает. Да, 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 вот это прям, это ценно. Еще такие, ну, как единомышленники, Да, группа да. группа близких по духу людей. Все, дорогие, я вас тоже приглашаю, потому что, как и на первую ступень я приглашала своих зрителей,
чтобы мы были сокурсниками. Сейчас то же самое. Я пойду обязательно на все 4 дополнительных модуля к Даниле обучаться, Такие потому что первое мини-модули. минимум, да. Потому что первую ступень я уже прошла. Кто не прошел, обязательно. Это просто must have. Я много в своем телеграм-канале делюсь, почему это так важно и вообще как эти практики, знания и навыки поменяли мою жизнь. Я не знаю, как уже без этого жить, как жить без контакта с высшим я, потому что, ну, это совсем тяжело. Вот, поэтому все вас, Благодарю дорогие, тебя. жду. Подписывайтесь, телеграм-каналы, все ссылочки в описании и пишите, какие темы вам еще интересны.